Будь готовы все. Здравствуйте, уважаемые господа. Я рад вас приветствовать на сегодняшнем бесплатном, платно-бесплатном или вебинаре по подписке необходимо, наверное, вот так говорить, семинар ИРТЕ. Меня зовут Андрей Андреевич Дуйко. Ну, раз вы все подписчики, вы уже это знаете. Добрый вечер, Андрей Андреевич, вся группа поддержки, друзья с МК-38 Черногории. Привет всем. Ой, какой был морской курс Черногории 38-й. До сих пор вспоминаю. Здравствуйте из-под семья РТЕ, привет из Канады. Да, мы семья, привет из Канады, привет из Киева. Здравствуйте всем участникам, доброго вечера, добрый вечер всем. Здравствуйте, здравствуйте. Здравствуйте из Киргизии, семья Гребенщиковых. Здравствуйте, Стас. Можно войти в круг? Можно. Добрый вечер. Можно войти в круг? Можно. Кравцовы, здравствуйте, здравствуйте. Всем добрый вечер всем. У нас сегодняшний РТЕ, он будет как просто обсуждение общих вопросов, таких вселенского масштаба. Я специально не готовился, потому что после последнего РТЕ должно пройти время для того, чтобы создать новый круг. У нас кругов осталось мало. И я до морского курса все-таки закрою все круги. Что это вам даст? Это даст вам окончательное прямое подключение к нашей школе, вернее, к нашей общественной организации. И даст возможность получать вот эту энергию, которая есть в этой общественной организации, напрямую к себе. Я надеюсь, вы уже используете символ нашей общественной организации. Это кораблик, плывущий в левую или правую сторону. И, наверное, можете уже сказать о том, как изменяется по чуть-чуть или даже быстро судьба. Очень хорошие есть вопросы. Вот последний раз, когда я проводил пятничный вебинар, то во время проведения пятничного вебинара одна женщина написала мне: Андрей Андреевич, после проведения вашего пятничного вебинара, когда вы делали благословление, а я делал два обряда, просто один был не понят, а другой был понят. То есть все участники, которые присутствовали онлайн во время пятничного вебинара, я сделал обряд такой, который убрал у них помехи из жизни. То есть это убирание помех. И второй обряд был, это обряд, когда я щелкнул пальцем и сказал, что суббота будет очень хорошо продавать. И сразу же появились люди, которые начали писать: Андрей Андреевич, у меня все произошло наоборот. Раньше хоть какие-то были люди, вообще людей не стало. И теперь целую неделю эти люди мне пишут: там, что же теперь делать? У меня вообще до этого хоть один человек заходил, а теперь вообще люди перестали ходить и так далее. Я могу объяснить, почему это произошло с этими людьми. Дело в том, что одна из особенностей, которая делает человека богатым, заключается в том, что богатый человек – это благородный человек. Оказывается, благородство – это основа вообще богатства. Не напрасно говорили о благородных мадмуазелях и мадамах, когда мы жили в советское время. Не напрасно элемент благородства пытались всяким образом растоптать и убрать из вообще мировосприятия тех людей, которые жили в Советском Союзе. Не напрасно здесь и популяризация все-таки бандитского жаргона и бандитской этики. Дальше популяризация ругательств, которая сейчас широко идет. Для чего это все делается? Это все делается людьми, которые знают, что в эзотерике существует понятие благородства. И эти люди, скорее всего, заинтересованы с тем, чтобы удержать огромную массу в состоянии черни. Ведь для них эта масса, она может иметь всплеск, и эта масса может становиться в дальнейшем высокотональными существами, которые могут иметь влияние как энергетическое, так и физическое, влияя на социум, на свою страну и так далее. Вы представляете? И, естественно, и зная то, что эзотерика управляет миром, я подозреваю, что для этого выделяются тайными обществами
и, в общем-то, специальными организациями, может быть, даже христианского толка и всеми остальными, определенные деньги с целью сделать все для того, чтобы снизить тона тех людей, которые живут в обыкновенных социалистических или постсоветских странах. Для того, чтобы люди не могли поднимать свои тона, потому что особенность в виде вульгарности, особенность в виде отсутствия интеллигентности, отсутствия благородства, применения ругательств, критика, ложь, злость, ненависть, раздражительность, критикование, обсуждение – это все симптомы низких тонов. Здравствуйте. Это все симптомы низких тонов. Благородство, уважение женщины, отсутствие измен, желание прожить ради одной семьи – это все называется элемент благородности. Это автоматически делает человека не только высокодуховным существом, а делает человека еще и очень богатым. Не напрасно существует понятие, которое называется благородный человек. Благородный человек – это тот, который не раздражается, это тот, который не убивает, это тот, который не критикует, это тот, который не мучает. Врачам очень свойственно состояние благородства. Понимаете, это где-то пассивное служение людям, это где-то, возможно, там, незанимание социальной позиции и так далее. Я могу вам сказать, что вот у той женщины, которая мне это написала, у нее есть одно качество. Она злая. И второе качество – это качество, она критикует, обвиняет и кому-то кости перемывает. Почему я это говорю? Дело в том, что после этого она мне написала второе письмо, где она обвинила в том, что у меня не было, а до вас было, а ведь это говорит о том, что человек обвиняет, чего делать нельзя. То есть она до сих пор находится в тех тонах, когда люди ищут, кто же прав и кто виноват. А вы знаете, что один из самых нехороших тонов – это возможность искать первопричины и искать того, кто виновен. Вообще люди находятся в одних и тех же сетях, в которые попадают. И среди этих сетей своя программа, которая связана с обвинением кого-либо, является основной или ключевой. Естественно, я могу сказать, сегодня сидел за столом в ресторане, вот сейчас с Софией ходил кушать, и меня удивило, как ругается молодежь. То есть можно было бы сказать обыкновенным текстом, но это говорилось мат через мат. Знаете, это был некрасивый текст, он был совершенно ненужный там. Я понимаю, почему это происходит, потому что полностью исчезли, ну не везде, а где-то исчезли отношения к семье, семейные ценности заменились понятием сексуальность, то есть быть человеком, на которого бросаются женщины, или быть женщиной, которая может с легкостью менять мужчин как перчатки, использовать их. Такие слова, как феминизм, который утверждает, что мужчину нужно использовать только, а не жить с ним. Вот такие вот понятия, они заменили понятие семейных ценностей, заменили понятие культуры семьи. А ведь это произошло отчасти из-за того еще, что всем миром правят исключительно хорошие семьи. Исключительно хорошие. Культура семьи, она может наблюдаться, и культура семьи, она свойственна только благородным людям. Как определить, насколько человек благороден или нет? Посмотрите, если у него было 10 жен, он не может считать себя благородным. Но после этого хочется сказать, ну так такой человек, допустим, президент одной из стран, у которого до сих пор нет жены, у которого их было там 2 десятка. И при этом этот человек стал вновь президентом, и после этого этот человек, можно считать его благородным или нет? Могу ответить – нет. Тогда можно ли сказать, что у этого человека много денег? Можно, при жизни. Но вы понимаете, в чем особенность? У благородных людей после их смерти деньги остаются. Понимаете, у благородных семей после их смерти деньги остаются, а у неблагородных семей после смерти тех, кто эти деньги заработал, деньги не остаются. Доказательства. Семья Брежневых. Скажите, у семьи Брежневых было достаточно большое количество денег? Ну, если вы не помните, наверное, не нужно напоминать, кто такой был Леонид Ильич Брежнев. Нельзя его обвинить в коррупционерстве, тогда никто этим не занимался. Но я могу сказать, что этот человек исключительно покупал украшения, любил очень золотые украшения. У него была
Одна из самых больших коллекций раритетных ювелирных украшений, которые могли попасться или могли каким-то образом быть на территории Советского Союза. Скажите, можно ли сказать, что у этого человека только в украшениях, у человека неограниченного в финансах, было огромное количество украшений, даже часто на тех застольях, в которых присутствовали люди, там, медики или какие-либо люди, которые приезжали на званые вечера, очень часто Леонид Ильич дарил этим людям украшения в виде презентов. То есть он просто так мог подарить ювелирное изделие перстень там, с 11-каратным бриллиантом. Понимаете, как это было в семье одного очень знаменитого юриста из Молдавии. То есть ребенку подарили 2 пары серег, в каждой сережке было по 6,5 бриллиантов, по 6,5 карат бриллиантов. Только потому, что родители приехали, и ребенок понравился Брежневу. Естественно, можно ли сказать, что этот человек смог создать что-то для своей семьи? А чего не было в семье Брежневых? Не было благородства, вы представляете? То есть свободно могли ругаться, свободно могли кого-то обвинять, свободно могли кого-то строить. То есть этот человек прожил с одной женщиной. Вы знаете, уникальность Леонида Ильича заключается в том, что этот человек исключительно всю свою жизнь прожил с одной женщиной. Поэтому и стал на руководящую должность, представляете? Что же произошло после того, когда у человека, у которого было благородство, этот человек умер? Вы представляете, весь род исчез. Внучка имеет диагноз шизофрения, у нее нет имущества. Дочь при своей жизни не смогла сохранить имущество, оно как сквозь пальцы вытекло. При этом она не смогла и жить богато ни за границей, ни в своей стране, ни обрести имущество. И даже свобода, о которой она всегда мечтала, не помогла ей вырваться из этих оков. Она не смогла состояться. Почему? Отсутствие благородства. Отсутствие интеллигентности. Я могу сказать, что один из основных вот таких камней преткновения, которые есть у людей, которые начинают заниматься эзотерикой или которые приходят в общественную организацию, заключается в том, что люди понимают, но изменить не хотят себя. То есть для них привычно искать того, кто виноват. Очень привычно оскорблять друг друга, очень привычно оскорблять кого-либо, очень привычно ругаться, очень привычно обвинять. На этом конец. То есть после этого можно достаточно привычно быть сексуальным или сексуальной. Достаточно привычно, ну что там еще, там, кого-то критиковать, обвинять, лгать. То есть это становится очень привычным, обыденным, и после этого нравится смотреть грязь. То есть нравится смотреть грязь, где ругаются, нравится слушать грязь, где там мечтают о тюрьме. Ведь песни, вы представляете, песни любые, вот, которые слушают люди, они создают атмосферу. Согласны с этим? Песни создают атмосферу, а тексты являются прямым элементом внушения или сугестии. Так это знали в Советском Союзе. Именно поэтому были песни, которые заставляли человека включить в себе патриотизм, заставляли человека быть социально устойчивым или социально подкованным. И это были песни там, о патриотизме, о любви к родине. Потом это сменялось там «Птицей счастья завтрашнего дня», «Прилетела крыльями звеня». То есть у человека появлялись такие лирические идеи с мечтаниями, которые навевались вот этими текстами. Правильно? То есть можно ли сказать, что тексты песен навевают у человека или создают у человека мечту? Так и есть. Вы знаете, почему люди слушают песни? Потому что каждая песня создает мечту. То есть люди, которые слушают «Океан Эльзы», у них создается мечта, они хотят жить там, с мужчиной или женщиной, выходить замуж и так далее. Потому что все песни лирические, связанные там, с отношениями, с семьей, с любовью и со всем остальным. Естественно, когда человек слушает музыку, в которой поется, допустим, а я ушаночку поглубже натяну из своего прошлого, с тоскою загляну, там слезу смахну, и там легавые мчатся по пятам и так далее. То есть, как что появляется у человека? У человека появляется мечта.
Он мечтает сбежать из тюрьмы, в которой он находится, в дальнейшем будет находиться, и будет сбегать от милиционеров, которые будут гнаться по его пятам. И после этого он все равно сможет, как и раньше, примкнуть к какой-то там особой колонии и жить, как и раньше, в нормальном состоянии тюрьмы. Как там говорил Папанов, твой дом тюрьма, да? Или там откинулся братуха по кличке Барабан там, и так далее. То есть это мечта, то есть такая музыка, она может создать какую-то мечту. Почему я это все говорю? Нужно наблюдать за той музыкой, которую слушают и наши дети в том числе. Нужно наблюдать и смотреть, какие фильмы смотрят наши дети в том числе. Но музыка, оказывается, в отличие от фильмов, имеет гораздо больший и массовый стимул воздействия. Когда человек слушает музыку, он впадает в состояние такого погружения, где осознанность или визуальная картинка создается за счет эфирной энергии, которая в дальнейшем создает программы. А вот растрата эфирной энергии создается в тот момент, когда человек смотрит кино. То есть он проживает свою жизнь еще раз, только жизнью, которая происходит на экране. В этом случае ничего не происходит. То есть внушить человеку что-то через кино сложнее, чем внушить человеку что-то через песни. Потому что, когда человек слушает песни, он при этом еще мечтает. А когда мечтает, создается эфирная энергия, ментальная, вернее, извиняюсь. Когда создается ментальная энергия, то она может изменить судьбу очень сильно. Поэтому нужно обращать внимание на то, что слушают наши дети. Нужно обращать внимание на то, что мы слушаем. Вы представляете? А если вы собираетесь о чем-то мечтать, то мечтайте исключительно под песни о богатстве и о мечтах. Понимаете? Вот так вот. Дело в том, что то, о чем я сегодня говорю, и то, что я хочу сказать, заключается вот все-таки в прямом элементе понимания благородства, которое должно у человека формироваться на фоне его внутренней добродетели, доброты, отсутствия ругательств, отсутствия критики, поиска первопричин. И к этому можно добавить еще этику. А что такое этика? Этика – это хорошие качества, которые нарабатываются. Этика – это вытирание салфеткой рта, чтобы там, человеку, который рядом находится, не было неприятно, потому что ты кушаешь некрасиво. Этика заключается в приеме пищи не на кулечках. То есть человек должен стремиться делать все, как короли. Тогда вопрос, зачем короли были, и почему они создавались, и почему у королей так долго, намного поколений все осталось. Вы знаете, у одних осталось, а у других нет. А у каких осталось? Вы знаете, что большое количество королевств, они исчезли. А почему они исчезли? Потому что они не были законодателями этики и моды. Вы представляете? То есть, когда есть законодатели этики, допустим, как английский дворянский род, да, которые являются законодателями вообще эстетизма, этики и всего остального, то у людей появляется желание равняться на такой род. И этот род живет так, что у всех поколений это остается. Естественно, для этих семей очень важно слово «порядочность». Как бы ни странно это звучало. Вы представляете, слово «порядочность» является элементом и важностью договариваться, а после договора выплачивать, а после выплаты доплачивать, если там чего-то не хватает, не обманывать и так далее. Это суть благородного человека. Даже в царской России было такое понятие, как благородство. Даже благородство. И когда говорили «благодарю», то они говорили о благородстве. То есть они говорили о том, что я настолько благороден, что если тебе будет необходима помощь, я тебе смогу благородство свое подарить. То есть можешь, по-другому это звучало так, можешь на меня рассчитывать. Но когда царская Россия с целой системой наработанного благородства была уничтожена, то слово «благодарю», которое вытянулось из целой системы вот того мира, оно начало использоваться на постсоветском пространстве. И люди сейчас почему-то это вспомнили, а я знаю почему. Потому что это слово начало широко популяризироваться в фильмах, которые показывают по телевизору, где есть благородные женщины, какие-то
какие-то мужчины, офицеры, которые давали обеты, и они очень часто там произносят «благодарю вас». Почему благодарят? Потому что они считали себя благородными и давали возможность человеку понять, что перед ним благородный человек, который его не обманет, не киданет, не растопчет, поддержит, окажет помощь. То есть он из благородных кровей. И когда такие люди говорили «благодарю», то тем самым они свою значимость приподнимали в глазах другого человека. И ни офицер, ни благородных кровей человек не имел права это говорить. А вот сейчас, когда люди говорят «благодарю», то они делают это эзотерически, то есть они фактически дарят свои блага. И не дай бог на другой стороне окажется тот человек, который занимается эзотерикой, который после этих слов скажет «хорошо, я забираю то, что ты мне даришь». Представляете? И если такой человек найдется, раз ты подарил, я принял. И после этого это же магия, и можно отобрать. А что такое благо для человека? Благо это то, за счет чего он живет хорошо. То есть вот таким росчерком можно просто подарить свое благородство. Или дарю там кому-нибудь что-нибудь. Вот если тот, кому вы дарите, виртуально может забрать не виртуально, а целую энергию. После этого можно всю жизнь быть бедным или всю жизнь прожить без любви и так далее. Представляете, зачем это дарить тогда? Поэтому не стоит путать здесь значение этих слов, которые были в царской России, и значение этих слов, которые сейчас. Можно ли обыкновенному человеку построить благородную семью или благородное общество? Можно. Как это должно произойти? Нужно воспитывать детей таким образом, чтобы они... В благородном обществе существует иерархия. Равности в благородном обществе быть не может. Почему? Потому что в благородном обществе у каждого есть свои уровни благородства. Есть такие люди, которые не могут сдерживаться, и они будут, как и раньше, критиковать, ругаться, материться. Но кому-то нужно работать на поле. Согласны? Кому-то нужно работать или заниматься уборкой, кто-то должен являться прислугой, а кто-то будет считать, что это не важно. Почему? Потому что его уровень будет запрещать этому человеку подниматься выше. Поэтому, когда люди говорят, ой, это не важно, давай-ка тут был я там, буду вот так разговаривать. Что попало, были у Дуйко в гостях, там он ложкой и вилкой ест, детей заставляет. А дети встают из-за стола и говорят, можно нам встать из-за стола и так далее. Что попало? Да вот нет, как у нас, допустим, сели, там... Как угодно, что попало, поели, после этого там вилка, ложка, зачем эти ножи нужны, что они там придумывают и так далее. И после этого там поматюкались, водки попили, морду побили, знаете, веселье, радость и счастье при этом. А так все сложно у этого Дуйко. Приходишь и плюнуть некуда, как Шариков говорил, чисто как в трамвае, да. Естественно, это общество, которое персонифицируется и строится персонально тем человеком, который берет на себя ответственность. Иерархия должна существовать, потому что анархия – это то, что разрушает. В иерархии обязательно должен найтись кто-то, кто будет нести ответственность. И тот, кто назначает условия проживания совместного с диктованием своих условий, наверное, существования в обоюдном социуме. Теперь по-русски нужно это все сказать. Допустим, я в семье начал договариваться в свое время. Я начал говорить своим детям. То есть я не начал говорить, все, рот закрой, в следующий раз так встанешь, в ухо дам и так далее. Я начинал говорить следующим образом. Можно тебя попросить, когда ты в следующий раз будешь вставать из-за стола, скажи, я уже поел, можно я встану из-за стола? И после этого... Когда дети поели, если дети взрослые, они, поднимаясь из-за стола, говорят, я уже поел, можно я встану из-за стола? Я говорю, хорошо. Или говорю, наоборот, я бы хотел, чтобы ты посидел, я хочу с тобой поговорить. То есть вот я заставляю это делать, потому что я считаю это элементами эстетизма и благородства. В этом случае не имеет значения, где это происходит. Зачем я это делаю? Я знаю, что это принесет мне в моей жизни высокий материальный статус. Ужас какой. Почему я покупаю дорогие красивые вещи? Не потому, что я не могу купить точно такие же некрасивые. Дело в том, что
Когда человек что-либо покупает, то он вкладывает в свою семью. Даже если вы покупаете жене, вот смотрите, есть стоимость красоты. Я сейчас о ней расскажу. Допустим, женщина перестает нравиться мужчинам, которые ходят на улице, или перестает нравиться своему мужчине, или вообще перестает нравиться себе. После этого такие женщины обращаются ко мне и говорят: Андрей Андреевич, я не знаю почему, на дурнушек смотрят, а я красивая, и на меня никто не обращает внимания. Ну в чем же дело? Или приходит женщина и говорит: жили с мужчиной, все хорошо, а потом он вдруг перестал обращать на меня внимание. Андрей Андреевич, подскажите, в чем дело? Дело в том, что это красота, это энергия. Смотрите, когда я хожу на работу, я отработал с утра до вечера, и мне за это заплатили деньги. То есть можно сказать, что я продал жизнь, и мне дали за вот этот кусочек жизни какое-то вознаграждение. Можно так сказать? Тогда что нужно вложить в красоту? Нужно вложить деньги. Почему? Потому что деньги – это жизнь. А если денег нет, тогда время или свою жизнь. Тогда что это такое? Тогда в случае, если женщина не нравится себе или окружающим, то она должна знать, что ей придется вкладывать либо деньги в красоту, либо время в красоту или часть своей жизни. Вот вы представляете, как можно сделать или увеличить стоимость своей красоты. То есть женщина может сесть перед зеркалом, взять расческу и 1 час утром или 1 час вечером просто расчесывать или делать одно и то же движение. То есть одевать цветочек, снимать цветочек, одевать или губной помадой бесцветной обрисовывать, стирать, обрисовывать, стирать. После этого расчесываться 1 час или взять мазь какую-нибудь, покупайте у Дуйко, у него хороший, и мазаться там. Руку намазала, теперь палец намазала, еще что-то сделала, еще что-то. Почему? Это делает или это увеличивает стоимость красоты, потому что в эту стоимость красоты кто-то вкладывает деньги. Тогда можно ли увеличить стоимость семьи? Да. Как? Если или вкладывать время своей жизни в эту семью, но не всегда же получается, но тогда нужно вкладывать деньги в эту семью. То есть это должна быть общая касса или общие сбережения. Дальше это должны быть подарки, а также дорогие вещи, которые принадлежат исключительно семье. Вы представляете, это очень важно. Когда это все начинает ломаться, когда живут без печати и не считают это общим очагом или общим семейным котлом. И каждый вот живет там, это моя карта, это твоя карта, это мои сбережения, это твои сбережения. Да зачем нам покупать что-то дорогое, давайте купим лучше рояль какой-нибудь поломанный и так далее. Рояль поломанный можно купить на день рождения мальчику Юзику в еврейскую семью, знаете. А хорошим людям, которыми вы себя считаете, для себя нужно покупать самое дорогое, самое лучшее и самое ценное. А еще мужчина, он должен знать, что стоимость его семьи увеличивает его доход. И стоимость украшений, шуб, это все в дальнейшем стоимость его материального достатка. Я это не говорю, потому что женщинам необходимо покупать шубы. Я говорю, что не стоит жалеть, потому что это в дальнейшем умножается в десятки раз. Я говорю это серьезно, я это знаю как никто. Я как эзотерик, посмотрите, нельзя это говорить, да? Посмотрите на мою жену, да? Я как эзотерик понимаю, что дорогие украшения, дорогая одежда, дорогая косметика – это все не временное, это все имеет свойство накапливаться в виде семейного очага, и это все в дальнейшем складывает энергию благородности или энергию вот этого семейного очага, что увеличивает мой общий доход. А как мне, как эзотерику, нужно еще увеличивать свой доход? Вот я его так и увеличиваю. Таким образом, вложив близких, купив дорогие вещи, стараясь сделать это чаще, я увеличиваю стоимость своего дохода. Вы представляете? Вот так. Почему? Потому что времени на то, чтобы быть и вкладывать свою семью в свою жизнь, этого времени нет, его не хватает. Потому что нужно работать. Я в свое время столкнулся с тем, что мне хочется побыть с моей семьей.
я бы мог и хотел с ними находиться, но мне гораздо выгоднее с семьей не находиться или с семьей не быть, потому что за то время, когда я могу с ними не быть, я могу заработать очень приличную сумму денег. Поэтому стал выбор: либо я еще зарабатываю, либо я нахожусь с семьей и вкладываю свою жизнь в эту семью. При этом я пытаюсь найти золотую середину и пытаюсь, если я прихожу домой отдыхать со своей семьей, стараюсь там играться, обсуждать что-то, обниматься и так далее. Но при этом я стараюсь работать в полноценное время, когда мне приходится это делать. Таким образом, жизнь моя стала абсолютно скучной, совершенно неинтересной для обыкновенного нормального пацана или нормальной женщины. То есть это жизнь, которая настолько амбивалентно, то есть это выглядит так: пришел на работу, целый день работаешь, голову вверх поднять некогда, пишешь, обсуждаешь, с кем-то встречаешься, а потом домой приходишь, дети, с ними играешься, кушаешь, сон. После этого суббота-воскресенье там на рынок съездил или продукты купил, привез, целый день с детьми игрался, с женой куда-нибудь за ручку вышел, походил там, и после этого сон. И жизнь неинтересная. Нет, чтобы напиться, поехать в сауну, там в сауне напиться пива, с друзьями покатать шары, там кому-нибудь там от кого-нибудь в нос получить, знаете, там поматериться, обсудить Порошенко с батькой Махно, там еще с кем-нибудь. После этого там где-нибудь там найти какой-нибудь там в поисках сексуальности какой-то там покататься. Вот это я понимаю. Смотрите, сколько веселья, сколько картинок жизни, понимаете? С одной стороны, для вот такого человека, как я, моя жизнь идеальна, великолепна, и она, если ее сравнивать, похожа на теплый обогреватель. Почему? Везде комфортно, в семье комфортно, тепло, на работе комфортно, тепло, с собой комфортно, тепло. А у таких людей это как бесконечный сквозняк, понимаете? Дома приходится ежиться, потому что все что-то тебе говорят и высказывают. На работе приходится ежиться, потому что постоянно находится кто-то, кто хочет тебе там высказать или что-то сделать. Получается, у нас совершенно разная жизнь, представляете? У меня теплая, я как возле обогревателя живу, а у них на сквозняке, получается. Но мне, хоть эта жизнь может показаться кому-нибудь совершенно неинтересной и неприятной, она мне очень нравится. Она мне очень нравится. Вы представляете, жизнь в спокойствии, удовольствии и в радости гораздо приятнее, чем в бесконечном поиске, истериках, криках. Хотя, наверное, там, где есть крики, наверное, адреналина, тестостерона, наверное, больше. Но вы знаете, если бы сейчас у меня вновь появился бы выбор, я бы вновь начал бы жить так, чтобы у меня было тепло. Кто участвует в том, чтобы было тепло в семье? Могу сказать, что мужчине нужно быть более молчаливым в семье, чем женщине. Извините, это говорю. Я вам говорю это серьезно. Вы послушайте и примите это просто как средство к помощи для ваших семей, как средство для помощи. Мужчине нужно быть более молчаливым, чем женщине. Почему? Женщине свойственно возбуждаться, она не умеет сдерживаться, она что чувствует, тут же и произносит, понимаете, она не может сдерживаться. Мужчинам же свойственно возбуждаться только временно, понимаете, поэтому для мужчины свойственно промолчать, ему легче это сделать. Поэтому если женщина ругается или говорит что-то, то в этом случае лучше молчать и слушать, пусть она хоть когда-то выговаривается, все остальное время она возбужденно ожидает момента, когда она может это все выплеснуть. Я вообще хочу сказать, что это... Вы не знали это? Я хочу это сказать. Женщина возбуждена всегда. Я не знаю, кто это придумал, да, о том, что женщины, их нужно там возбуждать и все. Глупость это на постном масле. Женщина возбуждена всегда. Она возбуждена и мозгами, и сердцем, и телом, и всем остальным. Она возбуждена всегда по максимуму. Поэтому у нее то мозги взрываются, то чувства взрываются, то еще что-то взрывается. Мужчина говорит, ну как ты возбуждаешься или нет? Да это глупость вообще. Она всегда возбуждена. Мужчина в этом случае, он возбуждается только в случае амплитудных каких-то элементов. То есть то возбуждается, то не возбуждается. Ему ощущения женщины не понять. Именно поэтому мужчина, который бесконечно
говорит что-то женщине, он ее бесконечно возбуждает, а делать этого не стоит. Она наоборот должна иметь разрядку и хоть когда-то там хоть что-то выплескивать. А если это часто, возьмите стакан с водой и выливайте из него воду. Скажите, из него вода выливается? Конечно, раз вы выливаете, то она выливается. Естественно, если вода выливается каждый день постоянно, то тогда стакан опорожняется, да. Так вот, с женщиной такой элемент. Если женщина выливает свой стакан, то до того момента, пока он выльется, может пройти там 1 неделя или даже месяц и так далее. Но потом он становится пустой. Поэтому нужно дождаться, когда она перебесится, и потом все хорошо. Это просто мой совет, как мужчина, знающий. Дело в том, что это сделает вашу женщину в дальнейшем хорошей. А воспитательные процессы, вообще хочу вам сказать, никто никого не должен воспитывать. Особенно мужчина-женщину. Почему невозможно это сделать? Почему? Женщина всегда считает себя самой красивой. Женщина считает себя всегда самой полной из всех женщин, существующих на земле. Не знаете это, да? Мужчина подходит к зеркалу, и самый-самый тонкий дрыщ видит в себе Шварценеггера, и самая худая дистрофичная женщина видит в себе корову, знаете. И после этого это по-разному настроен хрусталик. У женщины на расширение, у мужчин наоборот. Там как-то. То есть мужчина любой считает себя очень большим. А большие, наверное, вообще гигантами. Здравствуйте, Андрей Андреевич, все присутствующие. Можно войти в круг? Можно. Можно войти в круг всем, кто сегодня находится. Можно войти в круг. Андрей Андреевич, поймала себя на мысли, что мне неинтересно никого обсуждать. Сегодня свела на нет разговор, где вынуждали кого-то осуждать и обсуждать. Те, кто хотели сделать мне зло, навредили сам себе. Такое впечатление, что нахожусь под защитным куполом. Это просто чудо, пишет Наталья Лаврентьева. Я хочу вам сказать, что в случае, если человек ищет защиту, то он автоматически устраивает войну. Если есть война, то есть обязательно воины. Поэтому... Когда ты ищешь защиты, знай, ты уже устраиваешь войну. И когда есть война, и ты участвуешь в войне, то оно будет порождать воинов. Поэтому не нужно стараться искать убежище и защиту. Не нужно этого делать. Никто ни на кого не нападает. Все начинается с середины. Знаете, я вообще хочу вам сказать, что в большинстве своем люди думают, что... Люди, которые рядом с ними появляются или которые находятся с ними, то эти люди будут о них долго помнить, долго будут о них говорить, долго будут о них обсуждать. Я хочу открыть эзотерическую тайну. Через 5 минут, когда вас нет, о вас уже никто не помнит. Вы от меня уйдете, и через 10 минут уже обо мне помнить не будете. Понимаете? У вас будет своя судьба, и там будут гораздо важные вопросы. Понимаете? Когда вы думаете, что кто-то будет долго думать, когда вы будете... Вот сейчас Мавроди кинул очень многих людей, там несколько десятков миллионов человек. Сейчас о нем часто разговаривают. Почему о нем забыли? Потому что он отсидел. Ну хорошо, он отсидел. Но деньги же где-то есть. А где деньги? Вы же знаете, деньги это материальное, а отсидел это виртуальное. То есть человек отсидел, а после этого деньги брал. Тогда где эти деньги? Кто их получил? На что? Почему их не вернули? Ведь по идее, если человек взял деньги, после этого деньги присвоил, почему не было сказано, что он присвоил и деньги нашли? Знаете, у меня украли машину. Потом я нашел человека, который украл у меня машину, и милиция отобрала машину и отдала. А здесь получается так. Человек украл машину, он отсидел, он вышел и дальше ездит на украденной машине. Скажите, это правильно или нет? Но я не говорю, это правильно или нет. Я говорю, как это обычно существует. Точно так же и здесь. Получается, люди, которые тогда попались, они, по идее, должны были бы, вот как думал, допустим, какой-нибудь, как думают обычные люди, они думают, что нужно Оле обязательно сказать там, так, чтобы она не обиделась, чтобы она хорошо ко мне относилась, чтобы она там, а рядом с вами находится подлец, ну нельзя так говорить, или человек, который специально вас использует, или человек, который на вас имеет виды какие-то, человек, который разрешает себе свободно хамить, разрешает себе свободно там гадости говорить какие-нибудь. И после этого вы это все принимаете, потому что вы боитесь этому человеку, боитесь ему
показаться там невоспитанным или еще каким-то. А вот скажите, если были бы вы Мавродием, допустим, да, то вы бы сошли с ума. Потому что, ну, вы представляете, по вашему мнению, это было бы так. Я не могу забрать у этих людей, потому что эти люди будут на меня потом обижаться, они будут потом всю жизнь обо мне думать. А никто не думает, все забыли. Вы представляете? Никто не думает, все забыли. То есть вот человек такое большое количество сделал гадости и горя, после этого отсидел, сколько он там, 12 лет отсидел, ну там 10, 12 или 8 даже. После этого отсидел еще и в хорошем заключении. И после этого вышел, счастлив, организовал новую систему, знаете, и теперь продолжает забирать или воровать автомобили, ставить их где-то себе на стоянку. Почему? Видно, те, которые раньше были взяты, они уже не совсем, наверное, котируются. То есть это выглядит где-то так. Естественно, к чему это все говорю? Нужно просто для себя сделать понятным. Мы сами вокруг себя создаем то общество, с которым мы общаемся. У меня было так в моей жизни. Пришли люди, и там среди этих людей был мужчина, который мне не понравился. Почему этот мужчина мне не понравился? Он умудрялся издеваться над моими близкими. Это делал в очень такой более чувственной или эзотерической формы. То есть он делал, не говорил слов, а он делал так, хе-хе-хе. То есть там толкнул ребенка и захихикал, понимаете? Или да, то есть это не делал в открытой форме, а видно было по этому человеку, что вот он страдает, и ему не нравится, и он злится на что-то. Один раз это произошло в моей жизни, а потом второй, третий, когда эти люди хотели со мной общаться, я им этой возможности не дал. То есть я сказал, что если хочет приехать эта дама, которая с этим мужчиной, то она может приехать, а его не надо. И все, и на этом все закончилось. Почему? И мне было потом, когда в следующий раз нечаянно мы там встречались у кого-то на празднике, это один из моих родственников, и этот человек говорит, как дела там? Я говорю, все нормально. После этого я ему говорю, ты знаешь, мне... Его Дима зовут. Я говорю, ты знаешь, Дима, мне не очень приятно с тобой общаться, я не хочу. Давай мы друг другу не будем создавать вот, нехороший отдых. Давай мы друг от друга сядем вот так вот раздельно. Ты будешь там сидеть, я там, вот где захочешь сядь, а я вот сяду с другой стороны, чтобы во время нашего совместного отдыха, где мы должны отдыхать, мы между собой не пересекались. Договорились? Договорились. Ну, отлично. Почему? Я договорился, получается. И мне все равно, плохо он ко мне относится, хорошо он ко мне думает, там, зло он какой-то говорит, и все. Вообще все равно. Почему? Я хочу общаться только с теми людьми, которые мне приятны. Я позволяю себе даже такие выходки. Было такое, мы отдыхали в прошлом году на заливе, и приехал человек, и когда человек начал с нами общаться, я понял, что мне этот человек неприятен. После этого я встал и ушел. После этого я говорю, когда пришла моя жена и говорит, Андрей, ты встал и ушел из-за стола и так далее. Я говорю, я могу прийти и сейчас этому человеку сказать, что он мне неприятен. Ты хотела бы, чтобы я его вот так сделал или как? То есть ты хочешь, чтобы я пришел и сказал, ты мне неприятен весь этот разговор и так далее. Я же так не поступил, нет. Тогда я же не должен этого человека терпеть. Ты согласен? Согласен. Тогда если он здесь находится и он кому-то приятен, то вот пусть все, кто с ним сидит и кому он приятен, дальше пускай сидят. А мне он неприятен, я с ним рядом находиться не буду. На этом все закончилось, потому что... Когда этот человек приезжал там второй, третий раз, то я не начинал с ним сидеть за столом. Почему? Я имею возможность выбирать в своей жизни из-за того, что я ее один раз живу, с кем мне общаться и кто мне приятен, кто не приятен. Скажите, что в этом плохого? Зато у меня не болит сердце, знаете, зато я там не испытываю стресс и так далее. Зачем мне слушать хамов или общаться с людьми, которые не совпадают с вибрациями со мной? Зачем мне это нужно? Я себя защищаю. Вот она, настоящая защита. А если всем неприятно, вот у нас это было так, этот человек приехал когда-то, привез с собой алкоголь какой-то,
Сначала я встал, ушел, потом близкие мои встали, ушли, потом он сам остался сидеть за столом. Все, он посидел, забрал свой алкоголь и уехал. На этом все закончилось. Почему? И больше не приезжал. Почему? Ну, вот такая особенность. Почему? Мы имеем право выбирать, с кем нам общаться, а с кем нет. По поводу алкоголя, наверное, тоже должен сказать. Вы знаете, что нужно быть правильными алкоголиками. А что такое быть правильными алкоголиками? Смотрите, очень часто человек создает такие поступки, которые его компрометируют. И это все происходит в момент его алкогольного опьянения. Когда есть компромат на этого человека, то обязательно находится кто-то, кто может потом этого человека скомпрометировать тем компроматом, который произошел в тот момент, когда он пьет. Согласны? Тогда единственная возможность себя никогда не скомпрометировать – это пить исключительно с близкими людьми. Поэтому, а близкие люди – это ваша жена или ваша мама, или там кто-то очень близкий. В ином случае вы когда-нибудь себя обязательно скомпрометируете, и у вас будут какие-то неприятности, связанные с этим. Мне сегодня был интересный разговор, пришла женщина, говорит, это мой муж, ему 53 года, но мы не живем вместе, там то живем, то не живем. У него очень много кредитов, но у него нет имущества и так далее. Я говорю, а сколько у него кредитов? Она говорит, у него 1 200 000 долларов. Я говорю, как же он так умудрился без имущества насобирать такое большое количество кредитов? И она говорит, что вот там пробовал сделать бизнес, неправильно открыл ферму, там ферма не получилась, пробовал в аграрное, не выросло, ну и так далее, знаете. А пробовал это с рисования на бумаге, то есть рисовал вместо одного нолика, рисовал сразу 3 нолика, потому что с 3 ноликами красивее выглядело, знаете, и так далее. После этого настолько такой харизматичный был человек, то есть ни что такое агрономия, ни что такое животноводство, ни все, что там с этим связано, он этого не знал. Но он умел сделать цифры. То есть мы сделаем это, здесь возьмем коров, здесь возьмем фермы, здесь начнем там выращивать это, начнем это выращивать. И после этого взял деньги и вложил сразу, не заводя ферму из 12 голов и там 4 доильных аппаратов, а сразу ферму там из 400 голов там и 400 доильных аппаратов, ферму сразу с отеплением, поля, которые нужно там засеять, и сразу же туда там какой-то там комбайн и так далее. Не умея этим всем управлять, за 2 года это все растащили. Появились сразу же люди, которые начали говорить о том, какой он хороший, при этом сразу же спаивать, наливать, женщины там, и так далее, и так далее. И вот этот непрофессионализм просто сделал все для того, чтобы этот человек остался просто в тазе. Ну вот, без ничего. При этом жена с ним жить не захотела, правильно и сделала, потому что рассчитывала на одно, а сейчас, если жена с детьми будет с ним жить, то тогда она повесит этот долг на всю семью, а так, если он отдельно, то тогда и нету долга, получается. И его никто не трогает. Почему? Дороже, если что-то с ним произойдет. Почему? Ну ведь надо, чтобы он хоть когда-то что-то отдал кому-то, понимаете? И там она говорит, ну он когда-нибудь недвижимость сможет заработать? Я говорю, нет, конечно. Каким образом? Я говорю, ну нужно иметь талант, чтобы найти такие деньги, и талант, чтобы так бесхозно вложить, и талант, чтобы еще и забрали, и талант, чтобы еще и не получилось. И его обманули, ну конечно обманули, конечно, но это правильно, что обманули. Правильно, что обманули, потому что он был готов к тому, чтобы его обманули, понимаете? Это явление частое. Вот у меня есть мужчины, они оба пришли ко мне, это было несколько месяцев назад. И один из них говорит, мы хотим открывать игровые автоматы, у нас очень хорошо получается бизнес, мы хотим этим заниматься. Андрей Андреевич, займите нам 10 000 долларов. Это сразу же нам надо для выплат и так далее.
После этого я ему говорю, вот сидим вот так, и я ему говорю, вам не нужно открывать этот бизнес, он у нас в нашей стране не разрешен. Далее, в этот бизнес уже не играют. Далее, в том виде, в котором есть, людям уже не нравится. Люди уже остыли от этого, их уже не возбуждает, уже как-то тот, кто играл, одумался, уже нужно новых подсадить на это невозможно и так далее. Я говорю, уже все, уже это не время. Уже не время, уже того, что было раньше, у вас не получится, а то, что сейчас, этого уже не будет тоже. Забудьте об этом, вам не нужен этот бизнес. Они вчера ко мне приехали, они все равно нашли эти деньги, начали заниматься, приехали и говорят, ну что ж, мы начали заниматься, год занимались, и сейчас у нас у каждого по 10 тысяч долларов долга. Я говорю, и чем вы будете заниматься? У нас есть помещение, мы там хотим взять у людей помещение, и это помещение стоит 300 тысяч долларов, а хотим взять у вас под это помещение, нам там один из родителей этого мужчин, хотим, чтобы вы нам заняли там 100 тысяч долларов по 10% в год. Я говорю, понятно. Я говорю, вы знаете, что я хочу вам посоветовать? Что в интернете очень много информации, называется изготовление холодного фарфора. Кто-нибудь видел эту информацию? Там берется кукурузный крахмал, добавляется клей ПВА, делается там, серьезно, делается тесто, из него можно сделать чашку, оно все застывает, из этой чашки можно пить горячую воду и так далее. И там вот этих вот, как сделать и розочки, и цветочки, и могильные какие-то там какие-то, ну, я не знаю, вообще игрушки там можно делать. Я говорю, изучайте вот эту тему и делайте что-то своими руками. Нет, нет, вы не понимаете, Андрей Андреевич, а там рядом еще находится подстанция. Мы можем эту подстанцию забрать. Она стоит 300 тысяч долларов. Мы всех потом в этих домах на счетчик поставим. Я говорю, понятно. Как сказал Папанов в свое время, твой дом тюрьма, знаете. Я говорю, ну я теперь понял, в каком направлении вы работаете. Потом один из них ушел, а второй более мне друг. Я вот этому Андрею говорю, ты можешь посидеть? Он говорит, да. Я говорю, садись. Я говорю, я хочу тебе дать совет. Какой? Вот ты с мальчиком вот этим пришел. Если ты хочешь жить на свободе, то отделяйся и живи своей самостоятельной жизнью. Потому что то, что вы мне сейчас говорите, затянет вас обязательно, и вы сядете. Потому что, ну, у вас нету созидания, вы не хотите ничего не строить, не создавать, не ремонтировать, не выращивать. Никакие услуги делать. У вас все идет по принципу либо отобрать, либо гоп-стопом сорвать. Я говорю, либо занять. Я говорю, занять зачем? Вот я ему вчера говорил. Я говорю, ты зачем хочешь занять деньги? Я хочу занять деньги, чтобы мы в игровых автоматах выплачивали, а потом у этих людей заберем. Ха-ха-ха-ха. Я говорю, ты занимаешься гоп-стопом. То есть ты хочешь занять у меня... А говорит, ну нам же надо на что-то жить. Я говорю, а на что вы живете? Ну займем еще, будем там жить, потому что надо квартиры и так далее. Я говорю, нужно жить с того, что ты зарабатываешь. Вот смотри, я ему вчера даже это рисовал. Я ему говорю, смотри, ты зарабатываешь 100 долларов, значит имеешь право за 10 гривен только за 10 долларов снять квартиру. А если тебе не по карману, то тогда ты это снимаешь там в Киевской области, там какой-нибудь Ирпинский район, село Карловка. И после этого там идешь за 10 долларов в месяц, снимаешь дом, который топится от свечного отопления какого-то, и там вода на улице. Едешь, живешь и каждый день сюда приезжаешь. Тогда у тебя доход и стоимость твоей аренды, она совпадает, и это тебе по средствам. А у тебя сейчас какая? Ну, у меня 120 квадратных метров, я живу с женщиной, у нас 2 детей, нужно за школу платить, за садик. А в какую школу вы ходите? А ходим в школу за 1000 долларов. А в садик какой? А в садик за 300 долларов. А квартира сколько стоит? 1100 долларов. Я говорю, ну, так, а жена работает? Не работает еще до сих пор. Я говорю, ну, пусть и не начинает. А почему? Этих денег все равно будет мало. А кушать покупаете, покупаем. А сколько приносит ваша вот эта система фишкалейка, в которой вы сейчас работаете? Он говорит, ну за последний месяц отдали взяток милиционерам, отдали еще кому-то, и 2000 заработали. Я говорю, делить на 2, потому что тому-то отдал 1000, а за счет чего ты живешь? Ну я ж когда-то начну зарабатывать. Хорошо, ну а сейчас ты чем рассчитываешься? Ну заняли там денег у кого-то, и после этого вот пробуем рассчитываться. То есть что они делают?
Они живут, ничего не создавая, живут как потребители. А потребители рано или поздно наберут большое количество проблем. Я и именно это ему и сказал. Я говорю, вам нужно научиться, раз у тебя много свободного времени? Много. Если у тебя много свободного времени, то это время нужно посвящать обучению. Я раньше уже это говорил. Нужно начинать читать. Только не художественные книги, а там сейчас в Ютубе много информации. Я когда зашел, я был в шоке. Как из бутылки сделать ниточку? Как из этой ниточки сделать 1000 изделий? Там и щетки, и для обуви щетки. Сегодня женщина пришла, она в деревне, в своем доме, муж сколотил вот такие ниши, и она там у них деревня, это не деревня, а гатная, как бы микрогородок, да. Там есть у них отопление. И она говорит, мы отопление не отключаем, за него платим. И у нас целый дом, получается, пустует. И я мужа попросила, и муж поставил там вот такие стеллажи. И она много-много, сегодня фотографии показывала, много-много поставила этих корзинок, которые начала выращивать алоэ. Алоэ. И она говорит, у меня алоэ получится несколько тонн уже через год. То есть оно растет само, его один раз в неделю поливаешь, и оно растет. Так вот, на сегодняшний день 100 граммов алоэ стоит до $10. То есть это $7, $8. Я говорю, вот когда оно у вас вырастет, то вы можете его смело мне принести, и я буду продавать. Потому что это конкурентоспособный товар на рынке и фармации, и БАДов, и всего остального. Вы знаете, что алоэ его достаточно много хотят, и алоэ постоянно все используют и так далее. Сейчас посмотреть, рейтинг алоэ высокий. Я говорю, я сделаю, буду вас покупать, буду БАДы сделать, крема сделаю с алоэм, еще там напитки сделаю с алоэ и так далее. Натуральное все хочется. Скажите, она правильно поступила? Зачем грибы? Вырастила алоэ. Молодец. Я говорю, как вам пришла эта идея? Она говорит, а я на форуме, у нее тетка там или кто-то, дядька, болеет рассеянным склерозом. И она на форуме одном прочитала, что для того, чтобы сделать какой-то коктейль, и там советовали лечить рассеянный склероз, исключительно используя алоэ. И там вот целый форум об алоэ. И люди пишут, 3-летняя, как заморозить и так далее. И там есть такой рецепт Лебедева, где он говорит, каждый день нужно выпивать 100 граммов вот этого сока алоэ, разведенного либо сахаром, либо содой, либо солью, либо еще с чем-то. И вот там сразу же люди начинают писать, где купить столько алоэ, где купить столько алоэ, где купить столько алоэ. И она говорит, я поняла, что алоэ им нужно. А когда узнала цену, говорю, ого, так им надо много. Оказывается, его действительно нужно много, потому что много людей его хотят. Начала выращивать алоэ и говорит, надо же, я ей сегодня говорю, я вам скажу, какая цена. Она говорит, так меня это очень вдохновляет, Андрей Андреевич. Почему? И выращивать не пришлось долго, оно все тихонечко повырастало. То есть, я говорю, а где научились? Ну вот в интернете начала искать. Вы понимаете, там такое большое количество информации, чем можно заниматься. Там из цемента делать плитку напольную там, в домашних условиях, там, кирпичи, сейчас есть кирпичи, которые как лего собираются, недорогое оборудование, есть 2, допустим, клея берется, в интернете я тоже видел, то есть берется один силикон немецкий, другой какой-то там капрон, я не знаю, как это называется, оно в бетономешалке вымешивается, после этого 2 валика такие с профилями, которые покупаются, стоят они 4 или 6 тысяч долларов. И после этого начинают выливать, человек вот так лопаточкой это делает, здесь эти 2 валика вот так крутят, и оттуда выезжают самые настоящие пластиковые панели. Тут же человек стоит, нарезает по размеру эти пластиковые панели, упаковывают в клеенку пластиковые панели. Скажите, пластиковые панели, много людей используют пластиковые панели в ходе отделки своих домов и так далее. Там, где-то там в сараях, туалетах на улице, еще где-то. Дома даже обклеивают пластиковыми панелями. Что, мало? Нет, вам так кажется. Старый вариант, раньше было модно. Модно, не модно, тем не менее могу сказать, что у нас сейчас, ну хорошо, конечно же, чтобы не делать пластик, допустим, можно делать пластик с деревом, можно делать там изучать эту тему и начинать делать. Есть такие люди, их знаю тоже, они в свое время
Я им предлагал заняться бизнесом, предлагал брать помещения, делить их на части и после этого делать там торговые центры. Этот человек ко мне приехал и говорит: вот слушай, ты делаешь деньги на посредничестве, а я делаю их из мусора. Я говорю: что значит из мусора? Он говорит: смотри, мы покупаем отходы пластика, покупаем прямо у городского совета. Отходы пластика берем, потом берем этот пластик, бросаем, в этот пластик добавляем в какой-то там трубе, они это все варят, добавляем обыкновенный отсев или песок какого-то сорта и какую-то там скуби-ду примочку, которая делает все для того, чтобы это все между собой там пластифицировалось. Используют они 70% песка и используют они там 35 или 40% пластика. После этого выливают из этого всего самую настоящую черепицу. И у них получается черепица пластмассовая, красивая, твердая, упругостойкая, могут делать и там прозрачную и так далее. Да, но ее не используют для домов высокоэтажных, а также для домов не используют, а используют как кровельную такую черепицу для сараев, ферм, там вот каких-то вот таких моментов. Почему? У нее не очень хороший запах, это говорит о ее цитотоксичности. Тем не менее, она все равно может являться кровельным материалом. Говорит, мы посчитали, стоимость невысокая. Где нашли? В интернете. То есть можно ли сказать, что тот, кто ищет, тот находит? Ну, конечно, он говорит, ну что нам теперь, игровые автоматы закрыть? Я говорю, вы что, странное, разве это непонятно? Если у вас за несколько месяцев там, по 4 или по 6 тысяч долга, то тогда он вам нужен или нет? Можно войти в круг, конечно. Хочу в Крым на курсы вчетвером. Сложно, дорого. Поддержите, чтобы никто нам не помешал. Конечно, едем. Ба-ба-ба. Можно ли пользоваться деньгами, которые дало государство за рождение второго ребенка на приобретение жилья? Ух ты ж, а где это у нас государство дает такие большие суммы, что можно жилье приобрести? Мне же интересно. Конечно, и нужно. Пусть у ребенка будет жилье. Потом он вырастет, а вы скажете, все это твое жилье, пожалуйста, можешь забирать. Конечно, можно. Подскажите, ух ты ж, вот эта страна, молодцы. Когда можно будет приобрести обновленную вторую ступень? Конечно, мне не хочется улыбаться, знаете, но когда выйдет первая обновленная, а потом будет проведена вторая обновленная. Вообще, очень интересную хочу провести ступень первую. И могу сказать, что она будет действительно отличаться от всех ступеней, которые были раньше. Но и, скорее всего, вот в ближайшее время, может быть, даже там завтра, послезавтра, если будет время, то обязательно хочу выложить старые версии, все старые версии проводимых мной первых ступеней на моих сайтах, на моем YouTube-канале Андрей Дуйко официальный канал. Также хочу сказать, что карты доделаны и уже сегодня-завтра я с ними дорабатываю. Осталось просто дополнительное нанесение там всяких изображений. И уже, думаю, на следующей неделе я передам эти карты художнику. Когда художник это все сделает и решим сделать уже эти карты, тогда карты будут упакованы, я уже сейчас начну делать описание их, и после этого, скорее всего, проведу вот такой условный вебинар, потому что карты настолько удобно гадают. Допустим, вот Юра сидит, я сейчас погадаю, там, что Юру беспокоит, сейчас спрошу. Вы не возражаете, Юра? То, что мешает вам сейчас в виде какого-то тяжбы и спора, будет у вас забрано при помощи случая. А у вас есть какой-то спор или тяжба? Есть долг какой-то, нет? Ну, кредит. Ну, отдадите, нечаянно вам помогут, скорее всего. А также ожидаются неприятности в карьере. Ура, говорит. Но это даст вам возможность того, что у вас 100% и имущество родственники отдадут, и поощрение вы получите, и это произойдет внезапно. Вы находитесь уже на таком уровне, когда у вас появится какое-то чудо.
То есть вы получите внезапно какое-то имущество. Скажите, можно ли сказать, что оно гадает? Ну, видите, удобно же это все читать. Не зря вот целые заклинания читают. Да. Что-то ж должно хорошее быть. Потом сами, пожалуйста. Я сделаю так, что их можно будет использовать еще и в магических целях. Буду объяснять, как использовать магию, как при помощи их делать круг пентаклей, знаете, создавать символы. Вместе с ними будут продаваться еще 5 кубиков, потому что можно на картах и после этого еще и с кубиками. Представляете, они очень-очень хорошо предсказывают, честно-честно. Первые мои карты, я думаю, что они за 2-3 года, конечно же, изменят свой внешний вид еще несколько раз. Ну, сегодня их доделал, это было очень тяжело. Могу сказать, что это было 3 шага вперед, 3 назад, 3 шага вперед, 3 назад, а потом отвращение. То есть до какого-то момента дошло, а потом прямо аж отвернуло. Я не мог где-то 2 месяца даже в их сторону смотреть. Даже само понимание, что я должен их доделать, вызывало у меня состояние такое: ой, я не могу, я, наверное, не могу, я не могу. Потом плавно их приручал, там, положу, там, сижу с ними, знаете, а потом Соня их взяла на морской курс, 39-й, 40-й, 39-й морской курс Египет. Я в какой-то день понял, что мне так надоело работать с людьми на этом морском курсе. Конечно, нельзя этого говорить. Я очень люблю работать, но курс был очень тяжелый. И я вот, чтобы хоть как-то разрядиться, расслабиться, достал это все, вы представляете, и начал их дописывать, сидеть. Потом Соня заходит, говорит: что ты делаешь? Я говорю: хоть как-то отвлечься должен, я же не могу с ними. Очень тяжелый морской курс был, конечно, но эффективный зато. Я подбираю выброшенные вещи с помойки, либо покупаю БУ и перешиваю их. Как энергетически их можно очищать? Сделать это очень несложно. Вещь, которую можно постирать в соленой воде, автоматически становится тут же чистой. В случае, если вы хотите очистить вещи, на которых стоит энергия умершего человека или любая другая энергия, вам достаточно добавить спиртовой раствор полыни. Купите спиртовой раствор полыни, и когда будете стирать вещь, добавьте вот прям в шприц, наберите, ну, я не знаю, 10 капель, чтобы на вещах этот запах не остался. Полынь является растением, которое убирает любые энергетические проблемы. Чистая вещь энергетически грязная, даже в случае, если на вещь был поставлен какой-либо обряд. Можно ли на вещи поставить обряд? Да, можно. Можно ли вставить что-то? Да, я знаю ряд обрядов. Фотографию вчера вот девочки принесли, начал девочку просматривать, а у нее, оказывается, самый обыкновенный подлив. То есть брали ей и просто под ноги что-то подливали. Когда начал просматривать, вот у нее на ногах вот такие энергетические подливы, которые очень видно. После этого спросил: замуж не можешь выйти? Не могу. Бизнес сейчас рушится? Да. Там, ну вот надо поубирать. После этого это все поубирал. Какой-нибудь обряд для вдохновения. Мой обряд для вдохновения выглядит так. Я утром просыпаюсь и смотрю на своих детей. Они очень меня вдохновляют. Или смотрю на свою жену. Она меня очень вдохновляет. Или ставлю какие-то задачи. Они тоже меня очень вдохновляют. Вообще могу сказать, что человеку просто необходимо где-то обязательно получать какую-нибудь радость. И когда нигде радости нет, никакой ничего не вдохновляет, тогда должна идти цель. Когда человека ничего не вдохновляет, когда нет никакой радости, то я рекомендую, для того, чтобы не было выживания, потому что в этом случае может появиться болезнь, для того, чтобы не было выживания, нужно хотеть либо много денег, либо много славы. Раньше я говорил, что не нужно хотеть много денег, не нужно хотеть то, что вы пожелаете, там дом или там имущество какое-то. Нет, я ошибался. Можно хотеть много денег. Да, я ошибался, да. То есть человек может хотеть много денег, он может мечтать прямо о большой сумме. Большая сумма вдохновляет человека. Большая сумма – это огромное количество сумм, соберенных в большую сумму. Собранных в большую сумму. Очень непристойно. То есть, если вас это вдохновляет, знайте, это рано или поздно произойдет. Потому что это однозначно в дальнейшем создаст условия. Единственное, я могу сказать вам,
Если я хочу выиграть, нет, не получится. Вы знаете, одна из особенностей людей, которые зарабатывают деньги, заключается в двух моментах. Первый момент, он заключается в том, что человек, который хочет очень сильно заработать, он может быть, если вы выбираете путь, как у этих ребят, и вот что бы я им мог посоветовать, допустим, о которых я говорил, им нужно обязательно начинать принимать кокаин. Серьезно. Вот если бы они прямо сегодня там, или вот вчера, когда ко мне пришли, если бы я им этот совет дал, то они бы очень быстро стали богатыми людьми. Почему? Дело в том, что кокаин – это то вещество, которое отключает у человека порок, когда мучает совесть. То есть совести нет никакой. То есть там есть какое-то вещество в этом кокаине, которое абсолютно у человека убирает совесть, и она его не мучает. Ни что сказал, ни что пообещал, ни что будет, никому плохо, ничего не мучает. То есть понюхал кокаин и все равно. То есть если вот их сейчас, что им мешает, какая у них преграда? Им мешает то, что они не нюхают кокаин, у них есть совесть. То есть они ночью просыпаются или утром просыпаются. И, Юра, не пиши, что тебе нужен кокаин. Я пошутил. Конечно, вот утром их начинает мучить совесть, как же они поступили, как выбраться и так далее. То есть это говорит о том, что они идут хорошим путем. А если им дать то, от чего Виталий Кличко становится сумасшедшим, знаете, то вот, я не знаю, правда, что он конкретно использует. Или мужчина с отчеством Вольфович, знаете. То есть, когда эти люди принимают эти наркотики, они принимают их, это очень заметно. Я могу сказать, что им все равно, что они обещали, что они пообещают, что они будут делать, у кого там проблемы из-за них, это их не беспокоит. То есть, если человек выбрал такой путь, то он без наркотиков его, скорее всего... Но в этом случае и здоровье портится, и психическая деятельность, ну и потом, скорее всего, семья становится проклятой. То есть у детей не удержится. А скажите, вы замечали такие семьи, где у родителей было очень много имущества, все были богатыми, а у детей ничего не удержалось. Так и не смогли удержать в руках. А почему это произошло? Потому что у родителей отсутствовал элемент совести. Это как с Брежневыми. Уже больше денег, чем у Брежнева, но только, наверное, у Владимира Владимировича. И при этом я могу сказать, что и у первого, и у второго, и у семьи их один и тот же этап будет становления. То есть ничего не останется до того момента, пока это все просто не сгинет в трубу. Почему? Ну вот так, друзья. А ради чего тогда? Просто человек себе... Когда человек стремится к большим деньгам, он потом начинает упираться и начинает говорить, ну а зачем вот это все? То есть отдых хороший, ну отдохнул. Отдых это 15 дней, 30 дней, не знаю, год. И все, отдыхать больше невозможно. А дальше, а что дальше? По миру поездить. Когда 75% самого плохого в жизни будут занимать аэропорта у человека, то тогда, когда ты поездишь на протяжении 10 лет по этим странам, как сейчас молодежь говорит, мы хотим путешествовать, мы хотим жить во всем мире, там, мы хотим много путешествовать и так далее. Обычно человек наедается за 2-3 года. То есть вот вы поездите, допустим, там туда съездили, туда съездили, туда съездили, там посмотрели там водопады, посмотрели горы, посмотрели еще что-то и наедитесь. А потом вам будут говорить, а давай еще раз поедь куда-нибудь. Вы будете говорить, нет, это аэропорт, там осмотр, потом обратный перелет, это упаковал чемоданы, перелетел, распаковал чемоданы и так далее. Нет, не хочу вообще. И после этого на этом все закончится. То есть это не может быть мотивирующим человеком, мотивирующей человека идеей. То есть все равно когда-то придет такой... стимул такой, человек скажет, я хочу, чтобы это было моим для детей. Вы знаете, придет все равно такой период, когда более приятным будет то, что ребенок ездит на машине, что ты сам ездишь на машине. Приятнее, что у ребенка есть имущество, чем у тебя есть имущество. Приятнее, что у него там родились дети, приятнее даже, чем когда у тебя дети рождались. То есть вот этот период становления человека, он обязательно происходит. Естественно, это в случае, если есть семейные отношения, если есть семья. Я считаю, вот жить так, чтобы хотеть очень много денег, или же
жить так, чтобы иметь славу, это то, что может человека вдохновлять. Это в случае, если ни семья, ни отношения, ничего остального не вдохновляет. Но я могу сказать, что может быть и так. Человек могут вдохновлять и семья, и дети, и деньги, и слава в одном лице. Поэтому не исключайте и делайте все для этого. Спасибо за решение войти в круги. Подскажите, пожалуйста, если сойдусь с женщиной и с ребенком, смогу ли стать благородным? Благородство зависит от того, еще с кем живет человек. Есть очень хорошая пословица, она звучит так. Я вчера смотрел кино, вот с этого начну. Пословица звучит так. С кем плыл, какая шла, такого и нашла, говорят. Да? Какая шла, с кем поведешься, от того и наберешься. Вчера фильм такой смотрел там про женщину, называется «Разведчицы», какую-то серию там смотрела родственница, и я там подсматривал. И там в этом фильме особенность такая: мужчина, убийца, бандит, там вор какой-то, и потом первый раз она там с ним сблизилась, потом второй раз, потом прошли годы, снова с ним сблизилась. И у всех появилась такая идея, вот почему именно он, почему она его принимает, почему именно он к ней приходит и так далее. Потому что они притягивают друг друга своими внутренними качествами. Но она же не убийца и не вор. Она не убийца и не вор, но она внутри как убийца и как вор. То есть она для того, чтобы убить кого-то, нужно кого-то искренне ненавидеть. Для того, чтобы кого-то убить, нужно так ненавидеть, чтобы это могло запеленить здравый смысл. Вы представляете, человек должен так искренне ненавидеть другого человека, что это нужно иметь такие задавленные чувства, которые взрывают разум. То есть это не амбициозность, не эгоизм, не все остальное. То есть это то, что может зажечь в человеке вот эти состояния. Можно ли быть благородным? Нужно сразу выбирать, чтобы женщина была благородная, чтобы она была интеллигентная, чтобы умела, возможно, выслушать, чтобы не было сразу зажигания свечи, вытаращивания глаз и плевания, чтобы человек мог выслушать, чтобы он был психически стабильным, знаете, чтобы человек мог слышать, а не все время плакать. Ну, там очень много этих моментов есть. То есть каждый выбирает для себя свой стимулирующий его объект, понимаете? Что будет с долларом? Он действительно сильно вырастет. Ваша ученица, 2-я ступень, морской курс в Крыму, 2017. Конечно, так и будет. Если посмотреть вот эту первую ступень, которую я выложил в интернете бесплатно, тюменскую, она была записана 2012 года. Она была записана в 2012 году. Это было сделано 6 лет назад. Да? Тогда еще разговоров о противоречиях Российской Федерации и Украины не было. То есть все жили мирно, там никто не говорил ни о Крымских полуостровах и так далее. Если вы будете внимательно смотреть, то там есть место, где я говорю: Россия, не нужно к Украине тянуть руки, из-за этого умрет множество людей, там это есть. А еще я там сказал, мне говорят, нужно вкладывать в рубль, Андрей Андреевич, вы не понимаете. Я там сказал, то, что сейчас у вас стоит вот столько, за несколько лет будет стоить 60 рублей. То есть говорит, вот рубль, он надежнее, чем доллар и так далее. Я там сказал, рубль ненадежный, то есть доллар все равно его обвалит. То же самое хочу сказать еще раз. Еще раз. Будет ли обваливаться гривна, друзья мои? Ну, мы еще не знаем, но давайте я вам скажу. Во время вот этой страны, которая называется великолепная страна Украина, во время жизни этой страны, но это не для того, чтобы мы ее ненавидели, она наша мать и отец в одном лице, было многократное перепечатывание денег. Многократное перепечатывание денег. А вы знаете, что перепечатывание денег – это уже крайняя мера для того, чтобы спасти валюту. То есть та валюта, которая была перепечатана, она предварительно не была, она настолько обвалилась, что ничего не стоила. В нашей стране валюта перепечатывалась 5 раз.
Это все произошло в течение 20 лет. Это купоны, покупоны, это одни гривны, миллионы, потом были другие гривны, бумажные, потом более солидные, потом это стоило 1 к 1 к доллару, 1 к 7, потом новые деньги выпустили, потом 500-ки новые вышли, значит, куда-то старые делись. То есть это все было самое... Мы просто, нам не объявляют, то есть нет такого, что человек вышел и говорит, все, у нас трагедия, там все, мы все уже там в полной опе, и теперь нам нужно только перепечатывать. Они этого не делают. То есть они взяли неприкосновенный запас в виде золота, после этого напечатали за это деньги, после этого за эти деньги купили доллары, доллары положили в швейцарских банках или в банках, которые за границей находятся. После этого, за счет этого сама гривна опустила свою стоимость. Знаете, люди, пользуйтесь. Понимаете? То есть в тот момент, когда дешевеет рубль или гривна, знаете, это самое время покупать доллары. Потому что они, скорее всего, через период определенный вырастут. Понятно? Поэтому, когда все говорят, я наблюдаю, как эзотерик и как человек-социолог, наблюдаю за тем, какие разговоры ведутся обычно, то есть что дает информационная база. И она выглядит так. Как только дешевеет рубль, сразу же идет информация. Все, доллар скоро обвалится, в Америке там международный кризис, вкладывайте срочно деньги в рубль, он самый стойкий. Как можно говорить самый стойкий, если на протяжении 20 лет там, в 60 или в 70 раз стоимость его уменьшилась? Понимаете? Как можно говорить о гривне вообще, если она 5 или 6 раз перепечатывалась, там 4 или 5 раз перепечаталась? Ну, понимаете, я могу вам сказать, в любую страну ты приезжаешь, и доллар можно поменять. Но есть 130 стран, в которые рубль поменять нельзя. Скажите, а гривен, наверное, еще больше стран. Гривен даже в Беларуси. Скажите, если можно поменять доллар в любой... А скажите, есть ли одна страна, где доллар невозможно поменять? Ну, возможно, я не знаю, какая-то страна. Где-то Африка. Хотя я не уверен в этом. Вы понимаете, в любой стране, куда ты приезжаешь с долларами, доллары можно поменять. Это о чем говорит? О том, что это валюта международная, о том, что она котируется. Смотрите, есть валюты, которые котируются везде. Это фунт стерлинг, который везде можно поменять. Это французский франк, который можно везде поменять. Это доллар США, который можно везде поменять. И евро, которые тоже можно везде поменять. Но из этих валют я бы выбрал все равно либо доллары, либо евро. Но в сторону евро у меня было бы меньше желания. Почему? Есть ряд стран, которые евро не знают, не меняют и не хотят. То есть если приехать в страны Канады, Латинской Америки, там, Парагвай, Перу, Чили, то там евро тебе не поменяет никто, а доллары поменяют. Но с долларами, куда бы ты ни приехал, в Норвегию, Финляндию, там Осло, Глазго, Роттердам, везде ты можешь доллары поменять. А уже, ну а если вы приедете с гривной, допустим, в Роттердам, то скажут до свидания, понимаете, и скорее всего менять никто не захочет. Конечно же, заявление правительства, которое говорит, вот мы там сделаем, ну знаете, есть очень хорошие слова такие, которые звучат так, Мишка слушает и кушает, да. Да, Васька слушает и кушает, да. Я решил уехать из Украины. Я, скорее всего, это сделаю спустя год. Есть такой вариант, что даже до Нового года я в Украине не доживу. То есть я собираюсь это сделать принципиально. Куда я уже знаю, собираюсь уехать. В общем, я это для себя уже четко поставил как задачу. Объясню почему. Дело в том, что мне не нравится заявление правительства, когда у человека забирают имущество, которое находится на Западной Украине, и одним из элементов забирания имущества у этого человека является обвинение его в том, что он является агентом российской разведки. Скажите, это похоже на репрессии?
Конечно, то есть жить в стране, где есть репрессии, мне не хочется. То есть завтра Андрея Андреевича можно обвинить в том, что он проводит вебинары для российского общества, знаете, и после этого обвинить его в империализме там, или плюрализме, я не знаю в чем еще. Естественно, это становится небезопасным, знаете, а также где-то для населения трагичным. Будучи человеком свободным, я считаю, свое присутствие с моей семьей в этой стране совсем не нужно. Поэтому я в дальнейшем собираюсь все-таки эту страну оставлять, хотя она мне очень нравится и так далее. Вот так. Нужно ли это делать всем? Если у человека нет дохода каждый месяц выше определенной очень большой суммы, то тогда можно смело жить и заниматься смело своей жизнью, покупать имущество и так далее. Будет ли здесь что-то происходить? Я могу сказать, что война в ДНР и ЛНР закончится только спустя для ДНР 8 лет, для ЛНР 9-10 лет. То есть быстрее это не закончится. Сначала в ДНР Захарченко уберут, будет 1 год вообще самого страшного режима. Будет черный маленький человек, который даст там жара. Потом будет постоянный президент, высокий мужчина, такой или невысокий, но достаточно молодой. Потом эта страна образуется в виде страны и будет жить хорошо. Дальше объединение этих стран с Российской Федерацией. Этого не произойдет. То есть эти страны будут отдельно существовать. Почему там это произошло и что нужно было сделать правительству? Если бы люди, которые являются руководителями этих стран, были бы социологами и знали бы, что такое юриспруденция на мировом уровне, они бы первое, что сделали, собрали бы референдум. И этот референдум в виде вот этих людей должен был бы проголосовать за то, чтобы страна стала общественной организацией международного уровня. После этого, как общественная организация, объединенная в кучу, они могли бы объявить себя страной. Референдума не было? Не было. Вот до того момента, пока там не проведут референдум и люди не объединятся, это будет чем попало. Естественно, почему там нет никакой политики? Для того, что меня научили рвать зуб так. Я вскакиваю на человека, хватаю плоскогубцы и дергаю. И после этого, если человек кричит, ударяю его в лоб. Так делал мой дед, так делали мои соседи и все на моей улице. Но мне это не нравилось. Я начал говорить, не нужно бить человека в лоб. Не нужно это делать плоскогубцами. А как? Нужно же как-то по-другому. Люди вышли на улицу, начали кричать по-другому, по-другому, по-другому. И после этого вдруг я стал человеком, который должен вырывать зубы и ударять вот так в лоб. И я говорил, я буду делать по-другому. И мне говорят, давай, делай по-другому. А я не умею. Потому что для того, чтобы делать по-другому, нужно было предварительно научиться делать по-другому. А мне негде было научиться, потому что и мой дед, и мои соседи, и все, кто на моей улице, делали именно так. Что я буду делать? Я буду кричать, я делаю по-другому. После этого беру плоскогубцы, вырываю зуб и ударяю в лоб 2 раза. Это то, что произошло, понимаете? То есть произошло то же самое. То есть люди, которых воспитывала социальная власть, и которые не знали альтернативных элементов построения общества, они попались на удочку того, что как строить или каким образом этим управлять. Для того, чтобы это знать, нужно было где-то обучаться или что-то знать. А получается, вся улица и соседи, и родители умели драть зубы исключительно плоскогубцами, понимаете? И все хорошо? И никто не знал, как можно это делать по-другому. Вот вам и система. Получается, человек, который жил в системе, и его в эту систему поставить, чтобы он управлял, должен обучиться, какие бывают альтернативные виды управления. И он должен быть человеком-управленцем из другой системы. Получается, для того, чтобы, допустим, в Украине или в России или еще где-либо появилась новая система, нужно взять из Англии какого-нибудь зампреда, премьера, я не знаю, кого-либо, и его поставить на время премьером, главой каким-то и так далее, чтобы этот человек влиял на систему. Вы представляете? Тогда бы эта система могла поменяться, потому что она была альтернативной. А так все люди, которые знают, как управлять в этой системе, построенной в виде системы,
чем бы они или о чем бы они ни говорили, попадая в систему, будут управлять, как и раньше, этой системой. Все, по-другому не бывает никак. Дальше говорят, давайте разрушим систему, чтобы кого поставить? Меня. А ты в этой системе вырос, да, ты управлял этой системой, управлял. Ты хочешь управлять, тогда ты этого не сможешь сделать. А я думаю, смогу. Обман. Вот мы это получили, когда мы увидели, как система, которая фактически освободилась от прошлой системы, строит точно такую же систему на фоне вот Донецкой или Луганской демократической республики. Конец, понимаете, вот прямое доказательство. Поэтому, если люди обучались в этой системе, если они знали, как эта система работает, если они выросли в этой системе, они построить другую систему не смогут. Им нужно было специально обучаться долго в другой системе, быть управленцами в другой системе, жить идеями и принципами этой системы, а потом уже приезжать и создавать новую систему. Других вариантов не бывает. Допустим, как сделали Дубай. То есть Арафат уехал в Америку, жил, обучался в Оксфорде, после этого там обучался еще где-то, жена у него была еще какая-то, после этого всю жизнь жил там, а потом приехал и построил вот новую альтернативный вид, изучал социологию, изучал там возможности, банковское дело, инвестирование, после этого приехал и смог это создать. Почему? Потому что если бы его воспитывало общество Арабских Эмиратов, и этот человек бы жил в этом обществе и нигде бы не обучался, то он бы не смог этого сделать. Это как вот с этими зубами, о которых я сегодня рассказал. То есть и дед рвал, и я рвал, после этого, а я не хочу. Я говорю громко, я не хочу рвать зубы, не хочу рвать зубы, не хочу. Ну все, мы тебя выбираем, потому что ты не хочешь рвать зубы, хорошо. Ну иди сюда, на, я тебе вырву зуб, понятно. После этого говорят, ну он снова рвет зубы и ударяет в лоб. Нет, нет, я не рву зубы, не ударяю в лоб, а сам про себя. Ну что ж такое? Может быть, мне поменять плоскогубцы, сделать не красное, а синее? Может быть, не рукой ударять в лоб, а палкой в лоб? Может, так будет эстетично? И начинается додуматься до того, что есть новые методы там, анестезирования, протезирования, сверления, додуматься невозможно. Потому что для того, чтобы додуматься, нужно, чтобы кто-то обучал. А их же никто не обучает. Или вы слышали о том, что там президент Народной Республики определенный, или там Ельцин, получали образование в Оксфорде, или там в Гарварде, или еще где-то. Они работали руководителем какой-то системы и там очень долго жили в этой системе. Такого же не было. Тогда, кто бы ни попал в эту систему, они будут по старинке рвать зубы и ударять в лоб кулаком. Вот, к сожалению, это оно и есть. Можно носить второе кольцо выше обручального. Можно носить второе кольцо выше обручального. Моя жена так носит. А как же мы без вас? А я не навсегда уезжаю. Я уезжаю в место, откуда я буду и раньше, и дальше транслировать. Мы международное общество. Международное общество. И международное общество, оно может быть везде. Вы знаете, вот так, как мы за последние полгода развились, мы не развивались за 7 лет вообще существования школы. То есть школа создала или прям такой резонанс произвела, очень широкое расширение. Я это вижу просто по Киеву и Киевской области. Вот куда бы ни летел, в каждой стране находится кто-то в самолете, в аэропорту, там в дьюти-фри, там на улице. Кто обязательно подходит и говорит, вы Андрей Андреевич, что она там говорила когда-то в самолете? Вы тот самый? А, это подошла женщина, говорит, это что, правда вы? Я говорю, наверное. Она говорит, ну вы тот? Я говорю, да, Андрей Андреевич. Уже уехали в Милан на Новый год. В каком-то торговом центре, непонятно где, за 100 километров от Милана. Поднялись на 5-й этаж, я говорю, надо найти туалет. Иду, а за мной бежит женщина. Я останавливаюсь, она вот так подбегает с криком, вы Андрей Андреевич? Я говорю, да, понятно. То есть нас очень много. Мы друг друга не знаем, но мы есть. Помните, как в этом фильме? Поэтому, когда вы захотите на кого-нибудь кричать, зайдите в метро и крикните «какашки». После этого все, кто повернется на вас, будут не наши. А кто и дальше будет смотреть вперед и будет произносить «я ни при чем, наш». Вот тот, кому будет все равно, это наши люди.
Сама очень люблю Украину, скучаю. Живу во Львове, приезжает много туристов, и даже из Москвы все довольны. Дело в том, что вот такой трагедии, драматизации ее сейчас нет. Нет для людей, которые переезжают. Я думаю, что и в ближайшее время этого не произойдет. Драматизации так и не произойдет. Но я думаю, что та система, которая сейчас у нас есть, даже если будут меняться те люди, которые в эту систему будут попадать, они все равно саму систему эту не изменят. Данная система, она будет ухудшать состояние людей. Я это вижу по качеству воды, я это вижу по качеству продукты питания вкусные у нас, но я вижу по тем бесконечным ассортиментам, которые есть в виде продуктов питания, которые нельзя выставлять вот так в виде длительного хранения там, и так далее. Я понимаю, что все идет по принципу вот такого, наверное, даже там египетского сценария какого-то, знаете. То есть оно так работает, эта вся система. Естественно, человек из постсоветского пространства может построить только постсоветское пространство. То есть сильно отличается Беларусь от Украины, Украина от России. Хотите, я открою тайну? Вот вообще ничем не отличаются. То есть такие же люди говорят, у нас там лучше, у нас лучше, нигде не лучше. Мы живем в Советском Союзе. Просто мы живем еще и в поделенном на части Советском Союзе. Просто раньше у нас был один там президент или лидер и так далее, а сейчас их у нас там 2 десятка. То есть раньше один там говорил своим подчиненным и управлял этим, а сейчас 2 десятка говорят своим подчиненным и управляют. Если посмотреть на страну Российская Федерация, то там как было 20 семей, которые управляли страной в момент 91 года, так эти семьи остались, они так и управляют. Как было у нас 6 или 7 или там 9 семей, которые управляли Украиной в самом начале, так эти люди до сих пор управляют. Тогда что на что меняется? Получается, все меняется на то же самое. И, естественно, сама система, она так устроена по принципу «создай потребительскую корзину», то есть создай людей-потребителей. Женщины пусть будут сексуальными, люди пусть ругаются, пусть смотрят грязь, принимают дешевый алкоголь. Когда они возмущаются, что должно сплотить людей? Должна сплотить какая-то неприятность. Можно их взорвать, там, сделать террор какой-нибудь, испугать, грипп объявить там, или еще что-то. Чтобы это сплотило людей между собой, чтобы они... Вот я думаю, что перед каждыми выборами что-то должно происходить. Обратите внимание, перед каждыми выборами обязательно какие-нибудь там трагедии. Там, то один взрыв, то там самолеты, то там что-то еще. Там взрываются, дома падают, что-то горит и так далее. Почему? Это как сосредоточить кого-то на что-то, понимаете? То есть начали говорить что-то плохое, сразу же какой-то теракт. Там, вот мы уже Верховную Раду хотим взорвать и так далее, знаете. С миномета в Верховную Раду. Они, видно, вместе с Владимиром курят что-то там, да. Надо закрыть Черновецкого кабинет в Киеве и не пускать туда. Я считаю эту зону аномальной вообще, аномальной. Все, кто туда по ним попадает, что-то с ними происходит. Хорошо, что у нас закрыто, у них там в запасах, да. Хорошо, что все здесь закрыто, и у нас это РТЕ, кроме нас, никто не видит. Хоть можем пообсуждать это. Ждем больше 10 лет 10-бального землетрясения в Алматы. Будет ли на самом деле, или это просто разговоры? Нет, не будет. Алма-Аты никогда не развалится, 10-бальной системы не будет. Но будет, скорее всего, землетрясение либо в Абхазии, либо в Грузии в ближайшее время. Но не сильно страшно. Андрей Андреевич, производство ТФ останется в Украине. ТФ в Украине останется и будет развиваться по принципу покрытия Евросоюза. Второй завод ТФ сейчас открываться будет с лета на территории Крымской области, который будет целиком работать под нашими знаменами и будет заниматься покрытием Российской Федерации. С тем же ассортиментом вся продукция будет продуплицирована точь-в-точь от того, что есть. Можно ли сказать, что там продажи тибетской формулы выросли и так далее? После закрытия системы маркетинга количество... Я могу вам сказать, что когда закрылась система маркетинга, наша компания выросла в сотни раз. В сотни раз. Поэтому я могу сказать, как руководитель компании, который являлся владельцем еще сетевого маркетинга, что сетевой маркетинг не подходит для развития данного вида продукции. Даже хороший. Я вообще
не противник сетевого бизнеса, мне нравится. Но я могу сказать, что как человек, который занимается еще и производством чего-то, мне как производителю сетевой бизнес не интересен. К сожалению, в этой стране кормить большое количество людей только потому, что они являются рекламными агентами, неинтересно. Видите, неинтересно. Андрей Андреевич, хочу поблагодарить. После пятничного вебинара в субботу у меня был потрясающий удачный день для бизнеса. Торговля была на ура, как в праздник, супер. Много людей написало о том, что была такая торговля. Кто-то там написал, даже цифры такие привел. То есть в субботу они наторговали на 11 тысяч долларов и за ближайшие 7 или 8 месяцев на 11 тысяч долларов. То есть, говорит, у нас такого не было никогда. У нас стояла очередь, люди заходили, брали, что попало, мы из дома возили. Говорит, продали все, что было и что не было, и еще что-то. И говорит, еще и наперед заказов набрать. Сразу же пришли такие, сейчас я попробую даже открыть, сразу же пришли в Вайбере предложения: Андрей Андреевич, а можно мне так персонально пальцем щелкнуть? Это уже правильный предприниматель. Он понял, что нужно делать правильно, там, щелкни пальцем и так далее. Я могу сказать, что всем хорошо от этого обряда, а мне не очень, потому что после того, когда был сделан обряд, участвовало в обряде очень много людей, было потрачено много психической энергии. А когда тратится много психической энергии, то пока ты ее наберешь, ходишь смурным. Поэтому у меня суббота-воскресенье, давайте спросим моей жены Сони, только она меня понимает, и поэтому она меня в этих трудных случаях всегда поддерживает. Да, Соня? Ты прекрасен всегда. О, спасибо. Поэтому я сразу же извиняюсь дома и говорю: дорогие товарищи, пожалуйста, не обращайте внимания на меня, потому что вот в тот момент, когда я провожу вот такие обряды, у меня появляется там растрата психической энергии. Так бы хоть деньги теплили надежду, знаете, а так ничего. Но можно ли научиться? Ну, конечно, сделать. Я все обучаю, это все от первой к 7 ступени все есть. Сейчас я на первой ступени буду делать вот эти, буду давать прямо вот эти обряды, как я делаю вот это с щелчком пальцев. Все буду объяснять. У меня тоже была торговля, видите. Здравствуйте, пожалуйста, можно самому себе сделать четки из янтаря? Можно сделать четки на подарок? Ну да, а что нет? Склад продукции в Турции, если нет, то планируется. Мы, скорее всего, сделаем предложение, оно будет выложено на сайте ТФ, там будет написано сотрудничество с компанией «Тибетская формула», куда человек сможет зайти, после этого заполнить форму, и после этого мы рассмотрим ваши там предложения, задачи, и вам напишем письмо с нашими предложениями. То есть, если склад продукции ТФ в Турции нет, но сейчас нет такой вот особой надобности, получается. Почему? Дело в том, что если кто-то из Турции закажет, насколько я знаю, у нас в Турцию нормально все из Украины отправляется. Обычно доходит там в Анталию за там 7-8, ну там 10 дней. В Америку доезжает в Америку быстрее доезжает, чем в Екатеринбург. Получается, в Екатеринбург дольше, чем там в Нью-Йорк или Вашингтон или еще куда-то. Вот так. Причем так, там в Нью-Йорк может доехать там за 12 дней, а в Екатеринбург за 27 дней, допустим. Ну, вот так бывает. Ну, не так, да, все. Ну, не так все печально, да, Соня? Я в субботу просидела дома и результата никакого не заметила. Очень хорошая есть пословица, она называется «Под лежачий камень вода не течет». Конечно же, какой может быть результат, если человек не ожидает результата, ничего не происходит и, собственно, ничего не должно произойти. Знаете, для того, чтобы хотеть денег, нужно еще и делать что-то для того, чтобы они были. Как же это должно быть? У нас был, кстати, такой мужчина, он раскручивал спицу фурёка, это еще первые ступени были, и читал мантру получения выигрыша. Он говорит: миллион, там, скоро у меня будет $1 миллион США, скоро будет $1 миллион США, скоро, и говорит, представлял, будто вот прямо лежит на этих деньгах и так далее. Было нападение на инкассаторскую машину. И когда машину инкассаторскую выстрелили в нее, она развернулась, и деньги вывалились. Вот тот, на кого эти деньги вывалились, это была его машина, вы представляете?
И говорит, лежу я в этой машине, заваленной мешками, говорит, с деньгами. Вот, понимаю, что это деньги, но весь поломанный в этой машине, ничего сделать не могу. Это что так сработало? У меня была такая история с человеком. Он говорит, очень срочно нужны были деньги, и там я готов на все, чтобы у меня была большая сумма денег. Мне очень срочно нужны деньги. И говорит, прямо вечером сел и говорю, вот мне очень нужны деньги, но мне надо хотя бы $2000. Так срочно нужны деньги. После этого утром вышел на улицу, и жена его попросила, чтобы он купил там в магазине молока или еще чего-то. Очень скользко было, когда шел в этот момент машина, которая возит хлеб, сдавала назад и проехалась по его ногам, потому что не пикала, а тронулась, а он в этот момент упал и лежал. И она ему переехала обе ноги. И для того, чтобы решить вопрос все-таки там со всем остальным, человек, который работал, вот, возил этот хлеб, говорит, у меня есть $2000, это все мои сбережения, я хочу тебе отдать. Вот. И таким образом решен был вопрос. Вот это же ужасно, понимаете. Пусть оно все-таки целевую какую-то имеет направленность, понимаете, а не там, оно же самым-самым легким путем, знаете, самый легкий путь это там, я с Костей, знаете, как в этом анекдоте, приходит домой мужчина без глаза и без руки и говорит ему жена, Костя, что с тобой? Он говорит, я пиво пил и с Лехой поспорил на глаз, что он мне не сможет руку оторвать, понимаете. Получается, самый легкий путь произошел. Подскажите, будет и дальше работать партнерская программа? В школе Кайлас партнерская программа будет работать. Хочу вам сказать вот что. Есть очень много людей, которые в Ютубе, а также где-либо продвигают мои видеосеминары. Я хочу вам сказать вот что. Чтобы у вас не было неприятностей с законом, вы обязательно должны убрать названия своих каналов, которые будут называться так. Школа Кайлас, Андрей Дуйко в России, Андрей Дуйко там в Тюмени, Андрей Дуйко, школа Кайлас и так далее. Вы должны это убрать, потому что в дальнейшем, скорее всего, у меня на это все есть торговые марки, они все зарегистрированы. Зарегистрирован каждый семинар. То есть у нас нет сейчас этой бумажки показать никакой. А у тебя есть, да, бумажка? Можем хоть одну показать? Я сейчас покажу. То есть это торговые марки международные, которые меня защищают на юридическом плане. Я зарегистрировал все свои семинары. Теперь я имею авторские права. Это мое сочинение. Я могу обращаться во все инстанции, включая киберполицию и все остальное. Вот вы сейчас работы много делаете, так вот ваши каналы не должны называться там эзотерика Дуйко или эзотерика Кайлас. Они должны называться эзотерика или для помощи людям и так далее. То есть вы не должны использовать мою фамилию, имя, отчество в ходе продвижения своих партнерских ссылок, там, каналов и так далее. Почему некоторые люди не выиграли во время того, когда они в Ютубе оставляли отзывы? Были те люди, которые могли бы выиграть по-честному, но они в виде отзывов сразу же ставили свои партнерские ссылки. После того, когда я вижу, как человек ведет неправильно или нелегально свой бизнес, знаете, то есть ты на моей странице для тех людей, которые и так ко мне придут, выкладываешь мои партнерские ссылки. А куда же мы денем мои партнерские ссылки? То есть, знаете, это выглядит так. Я сплю со своей женой, а вам холодно. Вы приходите и ложитесь между нами и говорите мне, замолчи, а после этого моей жене, а ты лежи тихонько. Это же некорректно, согласитесь. Поэтому для того, чтобы у вас не было вот таких неприятностей, ни психических, ни эзотерических, ни физических, давайте будем идти друг другу навстречу и вести наш бизнес корректно. Безденежье не защищает человека, который не хочет обучаться. Понимаете, безденежье не защищает. Дело в том, что человек думает, что он может быть хитрее, или человек думает, что можно объяснить то, что он не хочет обучаться, его хитростью. Я вам могу сказать, это не так. Дело в том, что если обучаться и знать, как правильно свой канал продвигать, как правильно делать нарезки, как делать видео интересным, это все можно сейчас находить, и этому можно обучаться. Это труд большой.
То есть, если вы хотите работать в партнерской программе, вы должны быть специалистами, которые умеют работать в партнерской программе. Это огромное количество знаний, умение пользоваться там 200 программ, это и создание видеороликов, это создание там партнерских каких-то там программ, это и умение работать с аналитикой, знание работать с теми системами, откуда приходят к вам клиенты, умение создавать какие-то тексты с продающими метатегами, которые привлекают людей. То есть, слышите, в этом всем есть целая куча задач. Естественно, когда человек говорит, я возьму просто ссылку у Дуйко, поставлю ее под видео, люди зайдут и будут покупать мою первую ступень. Почему сразу у меня не попросить денег? То есть, зачем так тяжело? Сразу можно написать письмо и сказать, Андрей Андреевич, дайте $200 там просто так. А я посылки с продукцией ТФ жду с сентября. Пожалуйста, напишите в службу поддержки. Мы обещаем вам найти вашу посылку. А когда-нибудь будет на Украине лучше, в частности в Днепре? В Украине сейчас неплохое время. Я объясню почему. Данное время хорошее для тех, кто хочет заниматься производством. Я хочу еще раз сказать, данное время хорошо в Украине для тех людей, которые хотят заниматься производством. В России время хорошее для тех, кто хочет заниматься торговлей. То есть в России можно легко заниматься торговлей, никто не ставит там, никто так сильно не мучает. В Украине очень хорошо заниматься производством. Сейчас этих людей не мучают. И это может продолжаться еще там, 10 лет точно. То есть если вы решите заниматься торговлей, то это не сильно хорошо. А вот если изготовлением, очень хорошо. Сейчас такие виды бизнеса, как изготовление чего-либо, они достаточно неплохо в Украине могут состояться. Почему? Недорогая аренда, недорогое оплачивание труда людей, это все создает великолепные условия для создания. Дальше торговые площадки, которые есть на территории Европы, Российской Федерации, Украины, помогают и позволяют человеку быть более профессионально продавать. То есть этим всем можно заниматься. Сколько, как перечислить деньги за первую ступень, если есть все старые купленные, у кого спрашивать? Связывайтесь с Александром Клименко, он все вам ответит. А я в партнерской программе, правильно я все делаю, не противоречит ли это правилам и законам, будут ли продажи у меня? Если вы в партнерской программе и не называется ваш канал Андрей Дуйко, школа Кайлас, то все правильно делаете. Потому что Андрей Дуйко, школа Кайлас – это мое поле, которое принадлежит мне. Я его для себя создавал. То есть я создавал свой бренд Андрей Дуйко, создавал свой бренд школа Кайлас, свой бренд тибетская формула. Поэтому если человек использует мой бренд, он должен мне платить каким-то образом. А он не платит, но использует в каких-то целях. То есть он создает канал, после этого на этом канале сначала я, а потом начинается давайте там Николай Пейчев, там, давайте уже линии судьбы и так далее. И начинается какая-то чепуха. Естественно, мне это неприятно. Ага, Мочаренко и Мочаренко. Итак, наша общественная организация увеличилась в размере. И наша общественная организация, которая увеличилась в размере, она требует расширения пространства нашей дислокации в киевском офисе. У меня предложение ко всем людям, которые сегодня участвуют в данном съезде общественной организации, хоть и в виде виртуального съезда, проголосовать. Никто не возражает, если мы переедем из нашего офиса общественной организации в другой, более большой офис общественной организации. Никто. Спасибо, товарищи. Давайте быстро напишем, кто за. Все, за. Единогласно. Нет, официально. Кстати, хочу сказать, что киевский офис у нас переезжает. Мы переезжаем через 3 подъезда от этого подъезда на 2-й этаж, ближе к синагоге. Выше, да. Там удобнее к метро ходить, знаете. Там, да, если что, знаете, эзотерика к эзотерике. Мы просто рисуем, они носят, все, можем быть своими. Выходим, говорим, там, Хава Нагива и так далее. А если указано на канале, что все материалы принадлежат Андрею Дуйко, давайте еще раз хочу вам сказать.
Сейчас войду в YouTube, вот прямо сейчас сделаю, мы сейчас уже будем заканчивать. Я подведу итоги нашего заседания. Сейчас пишу Андрей Дуйко. Вот я зашел, Андрей Дуйко, и начинаю смотреть каналы, которые есть. Эзотерика школы Кайлас канал. Андрей Дуйко. Практики, вебинары. Ну, разве так канал должен называться? Вот этот канал нами будет закрыт. Просто будет очень неприятно, потому что, скорее всего, я это сделаю, знаете, и, скорее всего, та работа, которая была проделана, а ведь человек очень долго развивал это все, и я это закрою, будет, наверное, человеку не совсем приятно, правильно? То есть я это не делаю сейчас только потому, что мне жалко его потраченные работы. То есть пусть это называется вот так, там, эзотерика или мировая эзотерика, магия, там, всевозможная магия. Ну почему Андрей Дуйко? Переименоват, конечно, это должно быть переименовано. Там эзотерическая школа Кайлас. Может канал называться, разве этот канал, он принадлежит эзотерической школе Кайлас? Тогда кому он принадлежит? Какое право имеет человек называть свой канал, который принадлежит человеку, эзотерическая школа Кайлас? Почему у меня никто не спросил прощения, вернее, почему у меня никто не попросил разрешения? Я создал эзотерическую школу Кайлас, создал бренд Андрей Дуйко, и после этого кто-то берет мой бренд и мою школу и называет свой канал эзотерическая школа Кайлас. То есть разве это разрешено? Вот, ну, здравый смысл в этом может быть или нет? Вот человек потом задает вопрос: Андрей Андреевич, ответьте, пожалуйста, читать мантру можно с закрытыми глазами, сидя на унитазе? Человек пишет, что он может написать? Он может написать какую-нибудь гадость. И после этого что происходит? После этого происходит то, что человек там начинает заблуждаться. У него появляются там какие-то совершенно не туда двигающие там идеи. Школа Кайлас в России, настоящая эзотерика. Ну и называйтесь настоящая эзотерика. Почему школа Кайлас в России? Ну я же не разрешал называть этот канал «Школа Кайлас в России». Что это такое? Официальный канал Дуйко АА. Я единственный официальный канал Дуйко АА. А есть еще, видите? Еще официальнее, чем наш официальный, понимаете? Школа Кайлас в России. Там уже, знаете, закрыли глаза, там Лана, новые обновленные ступени. Вот обновленные ступени, на которых я зарабатываю деньги, на которых партнеры зарабатывают деньги. После этого партнер скачал, купил и выложил это в интернет. И тут же продает первую ступень. Ну что такое? Это разумно или нет? Это же не сильно хорошо. Ну, я понимаю, там, это, знаете, бизнес такой. Давай купим яблок. Почему? Продадим яблок, а на деньги заработанные что купим? Яблок. То есть вот эти каналы, которые именно так, вот там канал Аленка 22, супер. Эзотерика Дуйко, вот есть на английском языке. Кто разрешил использовать мое имя Дуйко? Я же не разрешал, не эзотерика используйте, оно всем принадлежит, а Дуйко только мне. Ну вот тот человек, который владелец канала, он является Дуйко, тогда почему он называет себя Дуйко? Ну это нехорошо. Вот скажите, мы же все, особенно эзотерики, эзотеричные люди, говорим о благородности, говорим о эстетичности, говорим о том, что нужно быть честными людьми, знаете, не нужно быть злыми людьми, но обучались у Андрея Андреевича. После этого, обучаясь, получали информацию Андрея Андреевича, получали бесплатно информацию. Я тот человек, который за свои деньги снял это все. После этого там разрешил, создал за большие деньги партнерскую программу. После этого подключил эти платежные системы, выплачиваю людям, кормлю кого-то. И после этого, как же нужно ко мне так плохо относиться, будучи эзотериком, что вот так вот меня потом использовать. Я знаю, что для меня вот мое слово, как учитель, допустим, который был у меня, допустим, когда мне учитель мой в свое время что-то говорил, то для меня это было трогательно, потому что мне хотелось помочь этому человеку, хотелось его накормить, потому что это были знания. А знаете, в этом случае, естественно, таких людей воспринимаю, ну как я их воспринимаю? Да никак. Естественно, когда человек говорит, вот я там владелец вот канала «Школа Кайлас АА Дуйко». Но после этого школа Кайлас АА Дуйко, разве это соответствует правде?
Вот официальный сайт, посмотрим на Фейсбуке. На Фейсбуке кому принадлежит. Там раскручивать там меня, допустим. Ну, раскручивать меня нужно, а если завтра это буду не я? То есть, если завтра это буду не я, а будет, допустим, там Петя Иванов или там еще кто-то, Владимир Петров и так далее, то тогда та аудитория, которая сейчас придет на Андрея Дуйко, то есть я искать не буду и менять канал не буду, он всегда как принадлежал Дуйко, так и будет принадлежать. А у вас, у тех людей, которые называются Андрей Дуйко, вы сейчас собрали аудиторию, там 30 тысяч человек, там 20 тысяч человек, а потом у вас что-то произошло не так, вы стерли все видео и поставили там, я не знаю, кого угодно, Джавахарлала Неру. И после этого эти люди начинают это смотреть, и после этого у этих людей создается какое мнение обо мне? Не сильно хорошие. Отзывы, которые оставляют. Там же вообще такую чепуху пишут, написан на канале Андрей Дуйко, а отзывы пишут ужасные. То есть там рекомендации: читай, самое главное, как можно дольше. И подпись Андрей Дуйко, настоящий эзотерик. Но я бы так не ответил. Нельзя отвечать мной, понимаете? Нечестно это. Давайте проголосуем за то, чтобы правление ООО занялось рекламой популяризации нашей общественной организации путем раздачи гражданам Украины и других стран печатную продукцию нашей организации бесплатно, выделив при этом на производство печатной продукции нашей организации и другие затраты на это мероприятие денежные средства со счета ООО РТЕ. Кто за? Давайте проголосуем. Я за. Все. Мы же должны это раздавать или должны это каким-то образом там дарить кому-то. То есть стал вопрос, мы же должны подарить. Ну вот и подарим. Уже там 1500 или 2000 книг подарили просто так людям. Когда ваши цитаты вставляем, подписывать их нужно, и можно ваши фамилии. Или не вставлять, не подписывать. Цитаты подписывать можно, они же мне принадлежат, понимаете? Цитаты, пожалуйста. А где вы публикуете результаты ваших объявленных конкурсов? Я их публикую на нашей официальной группе в Фейсбуке, где, собственно, и происходит объявление этих конкурсов. Опять-таки, я объявляю, а люди потом выставляют у себя. После этого люди выставляют у себя и участвуют, не зная, откуда прилетела эта публикация. Нужно смотреть сверху, откуда она прилетела. Там написано, допустим, там группа в Фейсбуке ИРТЕ, там она Кайлас Дуйко называется. Ее переименую, будет официальная группа в Фейсбуке школы Кайлас. В дальнейшем, скорее всего, разделится. То есть школа Кайлас, она однозначно отделится от нашего ИРТЕ общества. То есть, конечно же, все подразумевают, что у нас и школа Кайлас, и ИРТЕ. Но дело в том, что ИРТЕ, оно создавалось для того, чтобы люди прошли вот эти круги, самые стойкие, которые останутся, изменят свою жизнь, и за счет этих людей в дальнейшем будет строиться вот этот социум или новое общество. Вот это новое общество, это наша основная задача для нашего РТЕ. Человек может быть и эзотериком, и не эзотериком. Самое важное, чтобы у него появилась вот эта философия нашего РТЕ, это присутствие доброты, присутствие здравого смысла, умение думать, нежелание жить ради каких-то там сексуальности и так далее. Дело в том, что сейчас весна, и очень много людей начинает клевать на это. Я вам хочу сказать, как бы ни хотелось, насколько бы это было неинтересным или интересным, насколько бы это не вдохновляло, насколько бы это не показалось веселым, я хочу сказать, что Бог любит семьи, и Бог любит верность в семьях. Это важно. Дело в том, что вы потом в дальнейшем поймете, что сексуальная жизнь, она все равно когда-то заканчивается. Нельзя со всеми, или нельзя, это невозможно сделать. Нельзя от всех родить детей, и нельзя всех оплодотворить. Извиняюсь, что это говорю. Но дело в том, что
Это настолько вдохновляет большое количество людей, понимаете, особенно летом. Это настолько вдохновляет, что из-за этого происходит разрушение семей, разрушение бизнеса, разрушение социума. Вот оно разрушается по-настоящему именно из-за вот этого. Представляете, какие разрушения происходят? Я считаю, что анонизм и мастурбация в дальнейшем приводят к психическим отклонениям людей. Я считаю, что бегание по женщинам или женщин бегание по мужчинам или смена партнера в дальнейшем приводит к однозначной нищете, к опусканию тонов и тяжелым там состояниям в жизни. Я считаю, что если уже семья появилась, то в случае, если человеку нравится там другой мужчина или другая женщина, или даже есть какие-то там элементы там флирта или хорошего отношения, то именно духовный путь должен заставить этого человека прожить с этим человеком и быть верным, нужным, любимым, поддерживать этого человека. Знаете, на что это похоже? У вас родился ребенок, и он маленький, а вы после этого берете, смотрите на этого ребенка и говорите: я не хочу с этим ребенком, я хочу вот с этим. И идете и чужого ребенка, вот смотрите, родилось 300 детей, а родителей 100. И после этого родитель стоит и говорит: вот, а я уже этого не хочу, я буду вот с этим. И получается, воспитывая этого, этот умирает. Но умирает родной, а не родной, получается, рядом потом. Понимаете, точно так же у людей в отношениях. У людей часто отношения, и вы по-настоящему, когда находите кого-то, находите родную душу. Найдя родную душу, вы можете с этой родной душой жить, и она родная, как родной ребенок. Получается, лучше жить с родным ребенком, чем с каким бы хорошим или красивым неродным. Поэтому нашли уже свою душу, прожили с ней там 3-5 лет, то нужно стараться все-таки с этим человеком находиться. Уже стараться, уже раз так произошло, то нужно стараться и сохранять верность, и жить для одного человека и так далее. Я вам хочу сказать, это кармические элементы. Если это сделать, то это очень хорошо сказывается на жизни наших детей. Очень хорошо сказывается. Вообще, очень-очень. Вот когда верные родители, мама для папы, папа для мамы, то после этого у этих детей будет всегда очень хорошая судьба. Доказательство. Очень плохо относятся к тем людям, кто в английском императорском дворе, вот женщина, там, если у женщины, которая хочет стать там королевой или хочет стать там очень знаменитым человеком, у нее не может быть каких попало связей. За этим наблюдают, это обсуждают, это смотрят, и там просто так этого не бывает. Вы представляете, зачем это так все? Ну, мы теперь, как эзотерики, понимаем. Я хочу показать вам, как теперь выглядит у нас первая ступень, и как мы ее будем продавать. Да, новая, да. Смотрите, она будет выглядеть так. Это коробочка обыкновенная. В ней находится металлическая флешка. На ней написано: первая ступень 2018 год, 2018 год, Дуйко, школа Кайлас, и флешка вытягивается. Вот такая. Это все гравировка, и вот так мы вам будем отправлять эти первые ступени. Да, это в комплекте. Там о комплектах можно, да, почитать на нашем лендинге тибетская школа Кайлас. Да, Саша Сбор. Красиво. В этом очень необходимы нашей компании люди, которые занимаются профессионально сейчас CRM, то есть которые умеют SMM. То есть мы готовы взять на постоянную работу человека, который умеет писать статьи, также знаком с деятельностью школы и моей деятельностью, а также тем человеком, который хочет работать и быть, реализовывать поставленные задачи, как бы дополнительно вести мои группы, а также группы школы Кайлас в интернете. То есть нам такой человек нужен на постоянную работу, можно отдаленную, но все равно приветствуется все-таки нахождение в нашем офисе. Да, пусть напишите мне письмо в Фейсбуке или ВКонтакте. Я в ВКонтакт захожу раз в неделю, а в Фейсбук захожу ежедневно.
Сегодня специально в своей группе вечером, скорее всего, выложу информацию. Это будет информация, как использовать Гайатри мантру и что произносить во время ее использования. Там тайное слово Хрим-Бджик или Хрим-Бидж. И напишу Гайатри мантру и напишу, что делать, чтобы тот человек, который очень-очень плохо к вам относится, стал в один момент очень быстро вам самым лучшим другом. То есть есть человек, допустим, вот сегодня пришел человек и говорит: у меня есть соседка, она плохо относится, она психически больна и так далее. Я говорю, я выложу информацию специально для вас. Читайте Гайатри мантру, после этого в конце 2 слова добавляете, при этом пишите на подсолнухе или на вырезанном из бумаги и разрисованном в виде подсолнухи. И вырезается изображение подсолнуха с желтыми этими штучками. В середине подсолнуха вот здесь на черненьком или на листочках пишется многократно имя этого человека и читается вот та мантра. И сам вот этот подсолнух пускается в блюдце, чтобы он плавал по водичке. Если читать вот так, как я говорю, то очень быстро на протяжении 1 месяца злейший враг думает или начинает читать вас самым лучшим для себя другом. Удобная система. Вот сегодня для вас ее постараюсь выложить. Итак, сегодняшняя лекция или сегодняшний наш съезд ИРТЕ, он был посвящен тому, что он был посвящен элементу благородности. Элемент благородности заключается в таких понятиях, как доброта, верность, честь, правдивость, отсутствие лжи. К этому нужно добавить эстетизм. Это знание и умение слушания музыки, это знание и понимание живописи, это желание наслаждаться культурой. И в завершении это эстетизм, с которого ноги растут. Это эстетизм, это значит кушать с красивой посуды, кушать красивую пищу, которая уложена все равно красиво. Это кушать не спеша. Эстетизм начинается еще и с того момента, когда не кричат ребенку, а объясняют ребенку. Это когда нету дома вытаращенных глаз и там бесконечных криков, обвинений, критики и так далее. Конечно же, самое тяжелое, все-таки самое тяжелое это внедрение вот этих систем. Самое тяжелее, чем всем остальным, будет все-таки мужчинам и женщинам, которые один человек находится в школе, а другой человек не находится. То есть это недопонимание, непонимание, вообще не объяснение, почему это происходит. И у человека появляются вот такие ситуации, и он начинает немножечко, я скажу это слово, брыкаться. Почему это происходит? Подумайте сами. Всем удобно было жить, как и раньше. То есть вы жили, как и раньше, все вместе. То есть всех устраивало то, что у вас там хватает денег, то, что у вас там есть ссоры, там есть где-то недостатки. И все привыкли уже жить вот в том аморфном мире, в котором вы жили. То есть всем было все понятно. То есть мы тогда живем до пенсии, и после пенсии мы состаримся, а после пенсии мы совместно умрем. То есть мы разговариваем на одном языке, дети поступят, дети вырастут, мы все состаримся. И после этого вдруг кто-то один начинает брыкаться, говорит: я хочу больше, я хочу обучаться, я хочу в интернете еще работать, я хочу еще какую-то работу, и мне это нравится, и я вообще добрый, хороший человек, перестает ругаться и так далее. То это всех выводит из состояния комфорта. То есть все привыкли, что механизм работает хорошо. Он работает на уровне того, что происходит. И вдруг кто-то в механизме начинает быстрее крутить. Это должно всех либо заставить работать, либо этого человека обратно на место поставить. Что необходимо в этом всем предпринимать? Ответ звучит так. Одну неделю вы занимаетесь, а в другую неделю или когда происходит обострение, не занимаетесь. То есть в этот момент вы радуетесь, обнимаетесь, делаете вид, как будто вы уже об этом забыли, что вот никаких ни занятий, ни эзотерики, ничего нет. И после этого, когда все успокоились, продолжайте этим заниматься. Почему?
Это позволит вам сделать реабилитацию, потому что это говорит, скорее всего, о том, что в момент ваших занятий скорость роста этих людей и поднятие их тонов увеличивается. И для того, чтобы это прошло более в мягкой форме, нужно давать им реабилитацию. Для чего? Чтобы они вас обратно за ножки не стягивали. Таким образом, в случае, если вы будете так делать, будет лучше. Поэтому делайте вот такие перерывы реабилитации, вы будете видеть, как люди, которые рядом с вами находятся за счет ваших занятий и после реабилитации вашей, то есть когда вы не занимаетесь, будут становиться лучше и будут изменяться. Понятно? Вот такой получается эффект. С вами был Андрей Дуйко. Я рад был всех присутствующих видеть, хоть и не видя вас, тем не менее рад был со всеми вами встретиться. Огромное спасибо, пожалуйста. В пакете Gold первой ступени можно ли будет получить вторую обновленную ступень? Давайте сейчас вот об этом не говорить. Экстрасенс сказал по телеку, что когда читают мусульмане намаз, то вся их энергия направляется в Мекку. Это плохо или хорошо? Каждая энергия, которая есть, она возникает в тот момент, когда человек думает о том, что называется энергией. Вот смотрите, я смотрю на чужие деньги, значит, я общаюсь с энергией денег. Дальше, я думаю о Боге, значит, я работаю с энергией божественной. Я думаю о близком человеке, значит, я работаю с сексуальной энергией. Или я думаю о том, как мне выйти замуж или жениться, я работаю с энергией там, замужества. То есть то, что у нас создается в нашей голове в тот момент, когда мы об этом думаем, называется энергия. Когда вы думаете об этом, то тогда в этот момент, в случае, если вы радуетесь, то энергия течет к вам. Если вы страдаете, то энергия течет от вас. Поэтому, если вы страдаете в тот момент, когда думаете, когда совершаете намаз, то в этот момент ваших страданий энергия течет в Мекку. А в случае, если вы получаете радость, то из Мекки течет к вам. Вот так. Вы знаете, пророк ни в чем не виноват. Пророк ни в чем не виноват. И поклоняться пророку не стоит. Во всем виноват прямой Бог. Поэтому, если вы читали правильно Сунны или правильно Коран, то там написано: «Нет между Богом и людьми пророков». Был только один, там было написано, но Богу нужно, там написано это многократно, Богу нужно поклоняться напрямую. Нигде в Коране не написано, что пророку нужно поклоняться. Поэтому, когда ездят и поклоняются месту, где умер пророк, или место, где лежит пророк, то это неправильно, потому что в Коране написано, что пророку нельзя поклоняться, нужно поклоняться Богу. А Богу человек поклоняется исключительно, когда он совершает намаз. Поэтому в случае, если вы все-таки верующий человек, то совершайте намаз, это прямое общение с Богом. А когда человек поклоняется мавзолею, там, где находится пророк, то тогда он не поклоняется в итоге Богу. Вы знаете, если человек поклоняется, вот смотрите, человек поклоняется отцу, и после этого говорит: не нужно поклоняться моему сыну, а после этого начинает поклоняться сыну, каждый день поклоняется Богу, но ездят отдавать деньги сыну. Скажите, получается, если ты поклоняешься отцу, то тогда и деньги нужно отдать отцу. Правильно? Раз ты ему поклоняешься. Тогда, получается, поклоняемся отцу, а деньги сыну. Так же неправильно. Точно так же и с этим. Если поклоняетесь отцу, то и деньги отцу нужно отдавать. Получается, если поклоняется человек или делает намаз, то тогда и не нужно идти к сыну. Вот так. Большое спасибо, всем вам благ. Спасибо. Когда будет посвящение второй ступени? В пятницу я проведу. Я буду трудиться, пожалуйста. Как всегда, очень интересно. Я очень рад. Мне очень хочется, чтобы у нас в дальнейшем появился свой ашрам. Нам действительно не хватает сплоченности, мы действительно становимся более энергетически сильными людьми.
и со временем этот ашрам появится. Но для того, чтобы сделать ашрам, сначала нужна система, которая будет описана в моей книге, которая называться будет «Логос Деси». То есть сначала я издам книгу «Логос Деси», после этого эту книгу дам тем людям, которые находятся в РТЕ. Вы почитаете и поймете, почему я это сделал. И после этого можно будет уже создавать ашрам, и после этого быть очень влиятельной системой, даже не такого, не религиозного, а прям чистого вида эзотерической системы влияния. Я как говорил, я хочу еще раз сказать, этот мир не знает, что эзотерика управляет миром. Хотя он знает, но это скрывает. Мы будем теми людьми, которые в свое время сделали это заявление, и всему миру докажем, что можно совершенно по-другому все делать, используя исключительно эзотерику. Мы живем в новое время, это время развития и начала магии. Время магов, оно все равно наступит. Мы находимся как раз у истоков или в начале того, что называется магия. Вы представляете? Мы в самом начале магии. Эта магия уже существовала. Почему? Пирамиды как-то строили, понимаете, не имея там, сверлили как-то эти пирамиды, чем сверлили, там, летали как-то эти изображения, там, как-то же это работало, что в этом участвовало? Магия, вы представляете? Магия, она не изучена, потому что люди пошли по другому принципу. Они пошли по принципу физики, электромагнитов, пошли по принципу там, изучения этого. А мы идем уже немножечко другим путем, у нас уже конкретная магия. И мы получаем совершенно реальные, где-то даже потрясающие результаты. Наша магия становится все сильнее и сильнее. И я могу сказать о том, что с каждым годом за счет того, что нас становится больше, наша магия становится более ярко заявляющей о себе, и мы становимся достаточно влиятельными существами. Те люди, которые находятся в школе, они автоматически становятся и богатыми, и благородными, и автоматически дети благословленными. То есть это плавно все равно делает вас избранными, даже если мы этого не хотим. Понимаете, это достает нас из наших уровней, достает где-то людей или поднимает их социум. Это влияет уже на думание этих людей, где-то там на их размышления и где-то даже на общие системы социального вот, становления. По поводу там, буддизма кто-то вот спрашивал, я хочу вам сказать. Недавно открывал эти семинары, которые связаны с буддизмом. И женщина, которая, скорее всего, прожила целую жизнь в буддийском монастыре, начинает говорить о чем-либо. То есть она говорит о какой-то такой идее, знаете, которая утверждает, что вот быть существом добродетельным хорошо, быть существом добродетельным, потому что был добродетельный Будда, а добродетельность это то, что там и начинается вот много-много всего объясняться. Я вам хочу сказать вот что. Я понял, в чем особенность вот таких компаний, которые проводятся вот такими людьми. Особенность компаний заключается в том, что они, скорее всего, не подозревают, что люди уже это знают. То есть они думают, что люди до сих пор находятся в средних веках. Я понял недавно. То есть вот ламы выступают, знаете, какие-то гуру-девы выступают. И у меня создается впечатление, что они выступают для средних веков. То есть такое ощущение, как будто они не смотрели телевизор никогда, как будто они никогда не слушали семинаров никаких. Такое ощущение, как будто они выбрались из средневековья. И я понял, так и есть. Они же действительно не смотрели телевизор, они действительно не знали, что такое интернет, они всю жизнь занимались медитацией. И их книжки, это книги, которые вышли из Средневековья. Они приходят в наш мир, который уже намного вперед ушел, знаете. Мы уже настолько по-другому думаем, и они начинают нам давать идеи, которые были еще в Средневековье, что там добродетели и так далее, и так далее. Потом их слушаешь и понимаешь, что но мы же уже совершенно другие вообще, мы совершенно изменились. Вот я понял, почему у меня не появляется желание слушать лам или не появляется желание слушать вот этих буддийских мастеров, которые выступают. Почему?
Они говорят исключительно то, что мы уже знаем. Некоторые из нас уже с этим родились и с этим выросли. Нам уже такая информация не нужна. Нам нужна более какая-то яркая информация. Естественно, когда они сначала ломают и говорят человеку: ты этого не знаешь, ты не видел, что мир белый, ты не видел, что мир белый. Он был не белый, тебе казалось, как бы, что он белый, а он не белый. Человек говорит: ну хорошо, я согласен, я не видел белого мира, а теперь благодаря мне ты увидел, и говори мне спасибо. Спасибо тебе, я наконец-то мир белый увидел. Но он был белый и раньше, но теперь он был как бы белый, но не белый, а сейчас белый благодаря тебе. Теперь я мир вижу по-белому, а раньше не белый. То есть, а где правда? А правда в запудренности мозгах. Получается, там сказали, что он был как бы белый, но не белый, а теперь белый, и спасибо мне. А настоящая правда, он как был белым, так и остался. Получается, когда их слушаешь, они говорят настолько понятные, настолько уже проеденные вещи, это как анекдоты о Вовочке, знаете, которые все знали еще в 7 классе там, или в 1 классе начальной школы там, в 80-х годах. А теперь пришел человек, который говорит: я там очень знаменитый человек, который рассказывает анекдоты, садится и рассказывает анекдот, который мы уже знали, когда нам было 7 лет. И после этого, конечно, это все слушаешь и не можешь понять, он правду это вот читает так, или вот откуда он выполз, понимаете? Конечно же, по поводу буддизма, друзья мои, это средневековье. По поводу христианства, друзья мои, это средневековье вообще. Уже этих заповедей, знаете, там не убей, не укради, их с ними рождаются, уже там даже их крестить не нужно, они там прошиты уже. Дайте ребенку в детстве в 3 года пистолет и скажите, что может убить человека. Или зарежьте курицу при ребенке, он 3 раза сознание потеряет, на всю жизнь откажется есть мясо. Почему? Мир изменился, уже с этим рождаются, уже средневековья нет. Вот эти средневековые идеи, которые даются, они уже устаревшие, они настолько устаревшие уже, я вам говорю, это как в 1 классе рассказывать анекдоты и потом спустя 40 лет их услышать. Когда я это все слышу, знаете, это все вызывает улыбку. Наши знания, которые мы получаем в школе, это совершенно новый оборот или совершенно новый круг философии. Эти доктрины, это уже объединяющие и уже давно перешагивающие через общие концепции, понимаете? Не нужно уже не убивать, не страдать, все это объединяется, и выходит только одно слово, о котором я часто говорю. Нужно быть добрым, потому что все это создается во имя зла или злости. То есть там убили, украли, злыми были. А если были бы добрыми, то и не украли, и не прелюбодеянили, и не ели бы и так далее. Хотя зря так Иисус Христос все-таки с перееданием. Переедание я считаю наслаждением. Это такое дело. Все, на этой хорошей согласии. Кто за, да? На этой хорошей ноте я предлагаю закончить, чтобы не договориться, закончить все-таки наш морской курс. Морской курс, он же ИРТЕ. Огромная благодарность, спасибо. Разрешите войти в круг? Разрешаю. Когда вы рано зашли. Скоро Пасха. Расскажите, как не обидеть родных, как праздновать, печь Пасхи и красить яйца. Отлично, как и всегда. Накрасили яйца. Я единственное, что хочу вам посоветовать. Когда вот там будет идти круг, и люди будут обходить круг, вы должны знать, что когда круг замкнется рядом с вами, и вы будете стоять вдоль этого круга, то у вас на следующий год, если вы в церковь не пойдете, будет болезнь. Или будет неприятность. Поэтому, когда до вас будет подходить, вот он мимо вас прошел, и пока не дошел никуда, нужно уйти. Понятно? Пока круг... Ну, есть такие деревни, допустим, в России, где если человек не пойдет, то потом его ведром могут побить, понимаете? Или там в Вінницькій области, там в Калиновке, люди не пошли, и потом: о, кума, я тебе не бачила, что это такое вообще, ты что там, от Бога отручилась и так далее. Потом будут кресты немецкие на заборе рисовать и яйцами забрасывать. Ну, такое тоже бывает, всякое же бывает. Естественно,
Естественно, мы же знаем, что это эзотерические моменты. Я вам хочу сказать, что на службе во время Пасхи стоять не нужно. А если уже службу там люди стоят, то пришли, поставили эти яички, пусть там вам их побрызгивают, это все равно ничего не значит. Просто если круг обойдут вокруг церкви и станут где-то, то если этот круг на вас замкнется, то вы на следующий год в это же время заболеете, если в церковь не придете. Если вы отстояли Рождество, то каждое Рождество 3 года подряд будете болеть, если в церковь не будете ходить. Если вы отстояли Пасху и после этого каждый год не будете ходить, то 1-2 года будете болеть. Вообще, что делать на Пасху? Ничего, праздновать. Я вам могу сказать, что на Пасху есть такой обряд. Если на Пасху... Можно это говорить или нет, не знаю. Что нужно делать на Пасху? Если у вас есть муж и жена, то на Пасху нужно с ними переспать. Вот если это сделать на Пасху, то целый год будет хорош. Понятно? Это нужно сделать в здравом уме и в трезвом рассудке. Понятно? И если это сделать, то все будет хорошо. В России всегда был царь, самодержец. Социум так жил, жаловали мы свои холопья вольны, а казни вольниже. И Грозные, и переписки с Курбским. Ну и зачем вы это пишете? Ну что, давайте не будем все-таки обсуждать вопросы самодержцев и так далее, потому что когда начнем разбирать, а кто же холоп, то окажется, что в большинстве своем мы не имеем благородных корней. Почему? Потому что господа все, как известно, уже давно уехали в Париж, и там живут себе хорошо, остались только холопы. А холопы мечтать о самодержце, конечно же, могут, поэтому, когда холопы мечтают о барине, то барин обязательно появляется и так далее. То есть я могу сказать вам, что не нужно тосковать о царе, не нужно тосковать о самодержце и так далее. Все это изменилось, сейчас самодержец – это президент наших стран, знаете. Хотите молиться, он же самодержец, он же царь, как бы это по-другому ни называлось, понятно. Поэтому... Как эзотерически найти славу? Эзотерически к славе нужно двигаться, ее не нужно эзотерически находить. Берете и пишите на стене, кем вы хотите стать. Допустим, поэтом, да, Новым Вознесенским, и после Новой Цветаевой. И после этого пишите на стене прямо красными буквами. Я каждый день эзотерически ставлю программу, каждый день писать 10 страниц стихов. Чем бы я ни занималась, я должна написать на телефоне, где-либо 10 страниц стихов. После этого тратите свою жизнь на написание стихов. После этого рано или поздно это принесет вам известность. Понятно? Почему? Такая особенность. На что мы тратим свою жизнь, то в дальнейшем приносит нам известность. На бабочки принесут известность. На изучение языков принесет известность изучение языков. Математику принесет известность. Что значит известность? Это не обязательно быть известным человеком в большом количестве или в социуме. Это можно быть известным среди школьников, среди друзей, знаете, среди кого-то. То есть вы можете быть известным человеком, который знает много анекдотов. Да если будете развивать дальше, то вы можете выступать даже на публике. И стать там новым Задорновым. Кстати, место еще до сих пор вакантно. Я желаю вам успехов. До свидания. Все, выключай, Женя.